мастер десантных операций. Такой десантник-штурмовик. Англичане отморозились совершенно. Верните, пожалуйста, датчанам обратно их флот. Военный трибунал разжаловал адмирала в матросы. Но все пошло не так. В Константинополе султан скрипел зубами, понимал, что его дурачат, но сделать ничего не мог. Прийти к согласию не могли. Но договорились. Сколько мы туда тонн золота отправили? Десятков тонн золота. Предполагалось, что этот гребень немного и защищает, если рубить сверху саблей. Безусловно, это лучше, чем по голове. По легенде, по-русски он знал только две команды. Вперед, пирог, пирог, произносил как пирог, нашим слышалось. И грибная флотилия все-таки, греби. Наши матросы прозвали его «пирог с грибами». Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, добрый день. Я обращаюсь ко всем вам и подписчикам ВКонтакте, Рутюбе, Ютубе, к зрителям канала «Культура», к радиослушателям, к тем, кто слушает подкасты, всеми способами, которыми мы можем с вами общаться в рамках нашего проекта «Рассказы из русской истории». И сегодня, по традиции, мы отвечаем на ваши вопросы. Вопросы будут у нас узкоспециализированные, посвященные XVIII веку. В общем-то, посвященной русской военной истории XVIII века и некоторым интересным ее героям. Будут и герои из романов, из Валентина Пикуля. Герои настоящие, живые, реальные. Я очень благодарен вам за эти вопросы, благодарен за то, что вы ставите оценки, пишете письма, пишите комментарии. Это, кстати сказать, полезно, потому что помогает продвигать канал. Многие из нас не знают, но вот я сам в процессе чтения этих лекций на телевидении и в интернете просветился. Мне рассказали, что чем больше ролик, запись в интернете собирает комментариев, чем больше ставится разного рода оценок, положительных желательно этих, лайков, тем большему количеству потенциальных любителей истории умные алгоритмы рекомендуют это видео. А значит, чем вы активнее реагируете, тем больше наших с вами друзей, единомышленников сможет узнать что-то интересное из русской истории. Поэтому мы будем делать благое дело, комментируйте, критикуйте, а лучше предлагайте, ну или хвалите, тоже приятно. Итак, первый вопрос от наших телезрителей следующий. Расскажите, спрашивает наш подписчик, про фельдмаршала Ласси. Слышал, это был один из самых успешных наших военачальников, а имя его сегодня вспоминают так редко. Хороший вопрос. И человек хороший. Петр Петрович Ласси, чуть помладше Петра I, наш фельдмаршал ирландского происхождения. Вот кто из вас читал «Остров сокровищ»? Доктор Ливси в советском фильме, кстати, замечательном фильме 1937 года «Остров сокровищ», там доктор Ливси ирландец, я, честно говоря, не помню, ирландец ли он в книге, но в фильме он не только ирландец, он еще один из вождей ирландского восстания против британских колонизаторов. Время было такое, сюжет немножко сделали классово-революционным. Посмотрите, замечательное кино. Вот там доктор Ливси стал как раз доктором то ли Ласси, то ли доктором Лайси, ирландцем-революционером. Тоже, кстати, бывшим военным. Я к чему вспоминаю, чтобы вам было легче запомнить. Ирландец, Ласси, Ливси, Лайси. Это, кстати, популярный сейчас мем в интернете. В мировом, не только в российском. Шагающий доктор Ливси. Посмотрите. Тот самый ирландский доктор. Отвлеклись. Действительно, успешный вообще практически, как Суворов, не проигрывавший сражение полководец.
Начал службу в России совсем молодым. Приехал, можно сказать, юношей вместе с герцогом де Круа из Австрии к Петру Первому. Мы помним, что молодой Петр, уехав из-под Нарвы, когда туда приближались войска Карла XII, именно герцога де Круа ставил командовать всей объединенной русской армией, и именно герцог де Круа совсем с этим не справился. Может быть, и никто бы не справился. Де Круа еще и сдался в плен. Поступил совсем нехорошо, отдал свою шпагу. Ласси плен не сдался. До революции так писали. Это из одного биографического справочника. Зацитирую вам. Кавычки открываются. Россия обязана этим славным военачальникам, то есть Ласси, герцогу де Круа, разбитому под Нарвой. Он представил Ласси Петру Великому. Я не думаю, что Ласси там чем-то сильно обязан герцогу де Круа. Тогда многие иностранные офицеры сдались в плен шведам, а вот Ласси не сдался. И Шереметьев Борис, будущий фельдмаршал, произвел его в капитаны и назначил командиром роты. Вот с этого момента капитан, командир роты, началась карьера и служба военная Ласси в России. Продлилась эта служба ровно 50 лет. Дорогие друзья, вот видите, здесь мы с вами переместились. Переместились из нашей студии в соседнее помещение. Музей истории военной формы. Москва, центр, Большая Никитская, 46. Здесь такое количество уникальных старинных экспонатов, что я не рискнул тащить их с собой на телевидение. И вот, говоря о Лассе, который к Полтавскому сражению, напомню вам, уже полковник, не могу не показать вам свой любимый экспонат. Настоящий шведский кавалерийский палаш. Шведы – самая лучшая кавалерия в Европе на тот момент. Не потому, что кони особые, а потому, что организация, потому что порядок, дисциплина и невероятная выучка и слаженность. Лучшая кавалерия в Европе начала XVIII века. И вооружена она вот такими, подлинный экземпляр, 300 лет, шведскими кавалерийскими палашами. Смотрите, судя по количеству выбоин, в бою бывал и не раз. Выровнять, заточить не смогли. Вот нечастая вещь. Профессионалы знают специально, чтобы вставить палец большой. Вот так. Управлять удобнее, держать крепче. Удобнее, конечно, рубить, чем колоть. Тут тогда все умели. Такими кавалерийскими палашами были вооружены шведские солдаты под Нарвой, и под Полтавой, и под Лесной. Как он попал к нам? Может быть, в составе обоза под Лесной, может быть, взяли в плен, может быть, подобрали у убитого. И потом уже воевал он и против шведов. Удобный, прекрасно сбалансированный, легкий. Ласси вполне мог держать такой в руках, а уж кто-то из его подчиненных солдат точно использовал в бою. Приходите, редчайшая вещь, вообще не уверен, честно говоря, есть ли в нашей стране еще один такой. Может быть, где-нибудь в самых закрытых коллекциях. И, конечно, поскольку мы говорим с вами, что талант Ласси раскрылся как большого полководца во времена Анны Иоанновны, войны в Польше, войны в Крыму. Вот книга об Анне Иоанновне. Что может быть лучше? Лажечников «Ледяной дом». И сегодня с опоем можно читать этот роман. Замечательное научное предисловие к нему доктора исторических наук Татьяны Черниковой, одного из авторов учебников для школы по истории. Еще серия «Собиратели земли русской». Тема интересна. Вместе под одной обложкой художественная литература, предисловие к этой литературе профессиональных историков, воспоминания иностранцев об этой эпохе и статьи лучших российских историков от Ключевского, Соловьева, Костомарова до Тарля, Скрынникова, опять же, об этом времени. Рекомендую. И, конечно, самое главное в этой книге, помимо художественного романа, это блестящий биографический очерк, скорее историческая повесть моего любимого историка Павленко, которая так и называется, Анна Иоанновна, одного из лучших специалистов по истории XVIII века. Всячески рекомендую.
Воевал, служил под Полтавой, уже полковник. Тяжело ранен, к слову сказать. Мастер десантных операций. Такой десантник-штурмовик был офицер Ласси. В самом конце Северной войны десантный отряд возглавил, который высадился не абы где, а в Швеции, в окрестностях Стокгольма. Наводил там ужас, награбил добра и вывез из Швеции на целый 1 миллион таллеров. Так что впоследствии, когда Петр I покупал у пораженной Швеции Прибалтику, чтобы закрепить со всех точек зрения наше приобретение, и заплатил, как известно, 2 миллиона ефимок шведской короне за и так принадлежавшую уже де-факто России Прибалтику, и побережье Петербурга, вот эти окрестности все. Можно сказать, что примерно половину этой суммы Петр вернул просто шведам из того, что Ласси у них же утащил во время своей десантной операции. При Петре он дослужился до генерал-лейтенанта. Тогда это называли генерал-поручик. А вообще его полководческая звезда взошла при Анне Иоанновне. Вот там он направился во главе нашей армии сначала в Польшу. В Польше мы решали, кто будет польским королем. Мы помогали одному поляку, скорее немцу, Августу Саксонскому, бороться за польский трон с другим претендентом, Станиславом Лещинским. Самая сложная задача у Ласси была, как пройти через всю территорию Польши и при этом не грабить и не мародерствовать. У него была инструкция за все платить полякам только русскими деньгами, чтобы они соглашались их брать. Как-то у него получилось. Справился, не очень понимаю как. Платил за все только российской монетой. Наверное, монета у нас была конвертируемая, крепкая. В конце концов, серебро есть серебро. Захватил Прагу. Это предместье Варшавы с востока. Помните, который потом впоследствии штурмовал Суворов? И дальше показал себя специалистом по избирательным технологиям. Поскольку оппозиция, кто был за Станислава Лещинского, контролировала Варшаву с другой стороны реки, а Ласси стоял в Праге, то Ласси собрал сейм в Праге пророссийско настроенных магнатов, избрал на этом сейме королем Августа, нашего кандидата, и в честь избрания устроил такой праздничный салют, такой грохот холостыми из всех орудий, такую пальбу-стрельбу, что, услышав и увидав все это, на другом берегу в Варшаве сторонники Лещинского совсем пали духом, поняли все правильно и без боя бежали. Второй большой успех Ласси – это войны с Турцией. Сначала он взял Азов. Помните, после неудачного прусского похода мы туркам вернули. А потом новая успешная десантно-штурмовая операция – вторжение в Крым. До революции в военных справочниках писали, что это была беспрецедентная военная экспедиция, что Ласси обессмертил свое имя славным походом в Крым. В общем, молодец. Крымское ханство, до этого столетиями, со времен еще московских князей, все время терроризировало Москву, совершая грабительские набеги на русские земли, похищая людей. И, честно говоря, чувствовали себя в безнаказанности, потому что прятались они потом за укреплениями Перекопа. И что только мы не пытались сделать, вспомним мы крымские походы Василия Голицына, того самого фаворита предполагаемого царевны Софьи, и неудачный прусский поход Петра. Не могли мы с Крымским ханством справиться, вторгнуться на территорию не получалось до поры до времени. Мы об этом и не мечтали. Этот порочный круг разорвал генерал Ласси. Он не пошел через Перекоп, через укрепление. Он пошел в обход. Сначала на вот этой Арабатской косе навел мост. Потом из пустых бочек, сотен и сотен пустых бочек, приказал солдатам наделать плотов. И так и переправил армию через узкий рукав, отделяющий косу от Крыма. А кавалерия просто переправилась вплавь. Крымский хан не знал, что делать. Ему надо было как-то пытаться остановить русскую армию в поле. Понятно, что в поле он был разбит. В итоге мы захватили у крымцев серьезную куш. 30 тысяч быков оттуда увели, 100 тысяч баранов. С разного рода другими трофеями русская армия вернулась из Крыма. Через год, так чтобы запомнили навсегда, Ласси повторил свой успех. Хан опять ждал русских у Перекопа,
и в районе того самого места, где они переправлялись на бочках. Но Ласси снова его обманул. На этот раз русская армия перешла по дну. Небольшой был участок, который летом пересыхал. Надо было только знать правильный момент и все рассчитать. Можно было вброд переправиться. Снова наши зашли крымцам в тыл. Снова захватили все пушки на линии Перекопской обороны. Саму Перекопскую линию разрушили. С этого самого момента крымский хан понял, что продолжать и дальше совершать свои набеги на русских – это себе дороже. Новая война Ласси, русско-шведская, очередная. Очередная попытка шведов взять реванш за поражение в Северной войне от Петра Великого. Ну и снова, как всегда, безуспешно. Ласси командует всей нашей армией, занял всю Финляндию. Шведская армия окружена, капитулировала. Правда, в этот раз мы не стали присоединять Финляндию к Российской империи. Елизавета ограничилась небольшими территориальными приобретениями. Для нее главным условием было то, что она поставила своего человека на шведский трон. Это был родной дядя супруги наследника престола, будущей Екатерины II. Кстати, этот же дядя был когда-то еще опекуном малолетнего Карла Ульриха, будущего Петра III в Гольштинии. В общем, Елизавета Петровна добрая женщина, русская барыня добрая, как называл ее Ключевский, наивно полагала, что, встав на шведский трон, этот немецко-шведский родственник и обжора станет там нашим человеком, всем нам обязан. Никаким нашим он не оказался. В политике все это не работает. Но вернемся к Ласси. Ласси чем молодец? Освобождая Финляндию, он как-то так правильно простраивал с финнами отношения, что финны не только не озлобились, а наоборот массово вступали в русскую армию. И даже в русской армии сформировалось несколько добровольческих полков финнов, которые сражались не за шведов, своих хозяев, а за интервентов, то бишь за освободителей, за русских. Это заслуга Ласси и правильная имперская политика. С финскими солдатами много интересных связанных историй. Я, поскольку имею честь многие последние годы работать в Русском военно-историческом обществе, попечительский совет Русского военно-исторического общества возглавляет большой любитель, наш знаток военной истории России Сергей Борисович Иванов. Сергей Борисович нашел интересный исторический факт. И теперь у меня в кабинете есть копия, точнее говоря, большая красивая цветная фотография флага, очень редкого флага. Флаг наградной за успешное и героическое участие в подавлении польского восстания, очередного военного мятежа 1830 года. Вот все хочу польскому послу копию отправить. Или финскому, а может быть им обоим. Ну, пусть знают историю. Как храбрые, горячие финские парни на службе Российской империи расправлялись с польскими мятежниками, потому что восстание 1730 года, в отличие, кстати, от других мятежей гордых поляков, было настоящей военной изменой, настоящим военным мятежом. Отсылаю вас к другим своим лекциям, в том числе про Муравьева-вешателя, как его называли поляки. Там я подробно об этом рассказываю. Это восстание было военным мятежом, по сути, войной между польской армией и российской. Финны были за нас. Что еще можно рассказать интересного про Ласси? Война со шведами была последней его войной. В автобиографии он писал, в кавычки, «Я находился везде на воинских потребах, а именно в 31-й кампании, на генеральных 3 баталиях, 18 осадах и при многих взятиях крепостей, где немало раз и ранен». До революции, как раз в справочнике полководцев России, фельдмаршалу Ласси дали такую характеристику. Он никогда не проявлял наклонности прославиться напрасным пролитием чужой для него русской крови. То есть берег русских солдат. Хороший человек. Генерал-майор Дмитрий Масловский, известный военный историк XIX века, так писал. Этой армии он отдал 50 лет своей жизни. И, умирая, мог сказать, что вся его жизнь была дана, кавычки, на потребу воинскую его второй родины.
Жаль на самом деле, что сегодня его имя забыто. Немного личного. Он женился как раз во время Северной войны на немецкой графине, вдове другого графа, шведского. Владения этой немки и ее шведского супруга были в шведской Эстляндии. Сегодня это Эстония. В браке родилось много детей. Тогда много было детей в семьях. 4 сыновей, 5 дочерей только выжили. Дочерей он всех выдал замуж в России. Одну за рижского генерал-губернатора, другую за тайного советника, еще 3 за русских генералов. А вот сыновей приучал пробиваться самостоятельно. И вот один из них по имени Франц отправился в Вену учиться в кадетский корпус. После окончания там и остался, поступил на австрийскую службу военную. И вот здесь знатоки военной истории наверняка вспомнят, что в Семилетнюю войну, да, вот ту самую, когда у нас зашла звезда Румянцева, Гросс-Егерсдорф, Кунесдорф и так далее, когда мы заняли всю Восточную Пруссию, когда мы воевали с пруссаками в союзе с австрийцами. Вот за наших союзников, за австрийцев, одним из главных полководцев был Ласси, сын нашего Ласси. Генерал Ласси, австрийский наш союзник. Сын нашего Петра Петровича потом дослужится в Австрии до целого имперского, священной Римской империи фельдмаршала. Так что будет 2 Ласси фельдмаршала. Наш русский и сын его австрийский. Следующий вопрос. В романе Пикуля «Фаворит», как я обещал, прочитал об иностранце на русской службе принце Нассау-Зигенском, о его невероятной эрудиции и вообще, насколько правда, что он был очень талантливым полководцем. Принц Нассау-Зигенский. Любят у нас красивые титулы и фамилии романтических героев. Действительно, этот принц неоднократно упоминается на страницах замечательного романа. Скорее всего, нашу телезрительницу привлек эпизод, он относится ко времени как раз путешествия Екатерины II в Новороссию, в Крым. Эпизод следующий. Позволю процитировать, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Потемкин разместился на подворье Киево-Печерской лавры. Хорошие времена были. Екатерина занимала 2-й этаж дома наместника, а на 1-м образовалось нечто вроде бесплатной обжорки. Там обедали офицеры, наспех перекусывали Делинь и Безбородько. Екатерина, стоя на лестнице, любила прислушиваться к разговорам мужчин. Однажды великолепно одетый господин сознанием дела разоблачал политику шведского кабинета. «Кто этот умник?» – спросила она Потемкина. «А, это повар принца Нассау-Зигенского». Господин во фраке из розового шелка отвечал повару с таким знанием политики, что Екатерина снова удивилась. «А это еще кто?» – спросила она. «А, это лакей принца Нассау-Зигенского». «Ну, если таковы повар с лакеем, то каков же хозяин?» И она попросила Потемкина представить ей «последнего паладина Европы», в кавычках. С той поры он вошел в ее кружок. Роман «Фаворит» прекрасный, но это художественное произведение. В действительности все, конечно, могло быть и было немного иначе. Принц Нассау-Зигенский был полководцем, большим военным командиром и флотоводцем, но еще более он известен как удачливый международный авантюрист. Вообще, международный авантюрист – это целая плеяда деятелей XVIII века, от Сен-Жермена и графа Калиостро до рыцарей плаща и шпаги, продававших свою твердую руку самым разным монархическим домам Европы за деньги, за большие. У нас есть те, кто служат за идею, и было всегда так, и есть сейчас, из патриотических, личных, амбициозных
товарищеских, разных представлений, из интереса. Ну, а есть те, кто служит просто за деньги, в этом нет ничего предосудительного. Да и, в общем-то, таких большинство. Ну, вот такие международные авантюристы, как Нассау-Зигинский, кому только не служили за большие деньги. И делали это весьма и весьма весело. Таков был XVIII век. Имен у этого принца было несколько. В Германии его звали Карл Генрих Нассау-Зигинский, в России Николай, либо Николай Отто, во Франции Шарль Отто Нассау-Зиген. Ну и, в общем, по происхождению это французский или франко-немецкий аристократ, знатный человек, но не принц. Принцем он именовал себя самовольно. Вы спросите, так можно было? В те времена можно. Его предки, по-моему, даже дед его и родители были лишены имперским судом в Вене права называться принцами. Им было предписано называться баронами. Ну, там это было связано с какими-то неравными браками, в общем, особенности семейного законодательства европейского той поры. В Европе никаким он не был ни принцем, а был бароном. Но наш Нассау-Зиген не был бы Нассау-Зигеном, если бы не плевал с высокой колокольни на решение имперского суда и продолжал и именоваться, и подписываться, и заключать договора, и вступать в брак исключительно как принц. Мать его была француженка. В юности он вступил во французскую армию лейтенантом, воевал в Семилетней войне против немцев. Далее, интересно, попал в какие-то жуткие долги, хоть и барон. Долги будут преследовать его всю жизнь. Видимо, жить посредством не относилось к способностям и талантам принца-барона. И вот он от долгов сбежал не абы куда, а в Южную Америку, точнее, в Аргентину. В Аргентине прятался, прославился тем, что убил ягуара. Ягуар прыгнул на его товарища, а принц прыгнул на ягуара саблей, шпагой, кинжалом, спас товарища. Путешествовал, отправился еще в кругосветное путешествие. Все это скрываясь от кредиторов европейских. Был на Таити, как многие известные наши мультипликационные герои. На Таити тоже прославился. Там с дипломатическими, естественно, целями, ради установления контакта с местными. Был риск, что французскую команду там съедят местные жители. Вот он ради установления контакта вступил в самую что ни на есть интимную связь с женой вождя местного таитянского племени, местного царька. Причем это все было официально, так у них было принято, чтобы доказать свою лояльность. Очень этим гордился, возможно, делал это не без удовольствия. Установил контакт дипломатически с местными жителями. Потом, после возвращения в Европу, поступил на службу короля и инициативно выступил с проектом собрать частную военную флотилию, то есть такую не просто частную военную компанию, а морскую ЧВК. Приобрел или построил 5 фрегатов военных и полностью оснастил их за счет частного инвестора, фамилию которого все вы знаете. Инвестора звали Бомарше. Знаменитый французский писатель, был человеком очень разносторонним. Он занимал высокое положение при дворе французского короля. У него был даже титул генерал-лейтенант королевской охоты. Ну, с учетом любви французских монархов к королевской охоте, наверное, титул был весьма высокопоставленный. Также он был, между прочим, еще учителем музыки детей французского короля и крупным предпринимателем. Кстати сказать, боролся за эксклюзивные права работорговли. Представляете, какой уровень международного бизнеса был? Эксклюзивные права работорговли от имени Испании в Америку. Вот какой-то такой он образовывал Бомарше международный консорциум, ворочал крупными капиталами и потом разорился, в конце концов. Мы его помним как прекрасного драматурга. Все остальное пусть останется на его совести. И очень остроумного человека, безусловно. Так вот, на деньги Бомарше принц Нассау-Зигинский оснастил 5 фрегатов и стал воевать с англичанами. Воевал он не очень успешно. Флотилию Нассау англичане сожгли. И после разгрома своей флотилии он, не унывая, отправился в Испанию, где решил осаждать британский Гибралтар. Ну, то есть он вступил в армию испанскую, осаждающую Гибралтар.
осада, штурмы, все там было серьезно. Принц командовал батареей, обстреливал эту крепость. Батарея вся взорвалась. Удачно попало британское ядро в пороховой склад. Гибралтар выстоял. Наверное, иначе и быть не могло, потому что среди защитников Гибралтара был сам барон Мюнхгаузен. Ну, по крайней мере, если верить классической книге Эриха Распе. В сражении принца Нассау с Мюнхгаузеном Нассау потерпел поражение. Однако испанский король оценил его усилия, наградил его титулом гранда, то есть теперь он был не только принц-барон, но еще и гранд первого класса с правом, внимание, разговаривать с королем Испании, не снимая головного убора. И хотя наш Нассау немало на этой войне заработал, а он во всех войнах участвовал исключительно с целью заработка. И жалование высокое, ну и плюс доля в добыче. Доля в добыче самое главное на войне. Все равно с долгами расплатиться не смог. И опять стал, спасаясь от долговой тюрьмы, мотаться по Европе. Достиг Польши. В Польше познакомился с королем Станиславом Августом. Он умел дружить, видимо, установились у него дружеские отношения. Ну, дальше через короля он познакомился с гораздо более влиятельным человеком, с самим светлейшим Потемкиным. В Польше женился на польской графине, то есть теперь он еще и польский граф, а король ему еще удостоил титула магната. Это высшая польская знать. Дворец был, кстати, в Варшаве. У принца барона Гранта, магната, графа Нассау. Через Августа он втерся в доверие к Потемкину. И когда Потемкин организовывал путешествие Екатерины в Крым, чтобы показать там все свои достижения, и Черноморский флот, доказать матушке-императрице, что не зря все усилия, а они были более чем не зря, Потемкин решил сформировать такой круг иностранцев вокруг Екатерины, дабы придать этой поездке международный статус. Ну и пригласил Нассау присоединиться к большой иностранной команде, сопровождавшей Екатерину во время путешествия. Екатерине сначала Нассау заочно не понравился. Она плохо о нем была наслышана, попеняла, что он пригласил в делегацию какого-то сомнительного персонажа, но потом познакомилась, изменила свое отношение, тоже пленил он государыню-императрицу, видимо, умел общаться. Она его произвела, во-первых, контр-адмирала, взяла на русскую службу, но все-таки он командовал французской флотилией, как-никак. Участник кругосветного путешествия, везде бывал, от Аргентины до Таити. Поэтому стал русским контр-адмиралом. Она ему подарила Массандру. Матушка умела делать широкие жесты и большие подарки. Надо понимать, с вами будем реалистами, что тогда Массандра была не одним из лучших, обширнейших виноградников, уж точно в Восточной и Центральной Европе. Не было там никаких дворцов, никаких красот. Массандра была пустырем. А как раз принц Нассау, по легенде, завез из Франции в Массандру виноградные лозы. Первым их там посадил и начал культивировать виноградарство, виноделие. Если это так, то это хорошо. Вот за это мы ему точно скажем спасибо. Это в плюс, как говорится. Дальше начинается служба принца-барона Российской империи. Он участвует в русско-турецких войнах, причем командует грибными флотилиями. Были у нас такие. Победил турецкий флот, сжег под Очаковым. Потом Екатерина назначит его командиром такой же грибной флотилии в Финском заливе. Начнется война со Швецией. Я вас отсылаю к лекции об адмиралах Чичаговых. Послушайте, как раз старший Чичагов – это герой той самой Екатерининской войны со Швецией. Там тоже Нассау одержал несколько побед и был пожалован орденом Андрея Первозванного. Беда вот в чем. Я, честно говоря, не знаю, как Нассау общался с матросами. Вероятно, все было через офицеров и мичманов, потому что русским Нассау не владел. По легенде, по-русски он знал только два слова. Две команды. И те с чудовищным, вероятно, французским акцентом. Зато кричал их очень громко на корабле. Это была команда «Вперед!», «Пирог!», «Пирог!», произносил как «пирог», нашим слышалось. И грибная флотилия все-таки «Гриби». «Гриби» – это по Нассау было «грибы», «грибы», «грибы». В общем, наши матросы прозвали его «Пирог с грибами». Как у нас был генерал Венцов-Огородие, а адмирал Нассау-Зигинский был «Пирог с грибами». Вперед, гриби. Русско-шведская война. Чичагов одерживает большую победу, а грибная флотилия Нассау к моменту этого сражения под Выборгом не успела. И принц Нассау, амбициозный,
настолько раздосадован, что не смог отличиться, что он решил добить шведский флот в одиночку. Несмотря на крайне невыгодную для гребных судов погоду, как писали потом, предпринял абсолютно авантюрную атаку своей гребной флотилией на шведский флот и был тотально разгромлен. Это было большое поражение. Много наших моряков погибло. Кстати, это вообще последнее в истории сражение с участием большой гребной флотилии. Так в один миг доселе непобедимый на русской службе Нассау потерял всю свою репутацию великого флотоводца. Гордый принц-барон, граф-магнат Грант, попросился в отставку, отправил во дворец Екатерине свой адмиральский патент и все свои ордена, полученные на русской службе. Императрица оценила его благородство и вернула ему ордена и патент со словами: «Мой дорогой принц, одна неудача не может истребить из моей памяти то, что вы 7 раз были победителями моих врагов и на юге, и на севере». Вот так красиво. После окончания русско-шведской войны, которую, к сожалению, кстати, из-за поражения этого последнего, мы свели в ничью, к нему приехал какой-то француз из Парижа с совершенно сумасшедшим проектом. И с этим проектом Нассау стал мотаться по всему Петербургу, вербуя себе сторонников. Это был проект ни много ни мало. Только наш принц мог, конечно, всерьез этим озаботиться. Проект организации похода в Индию. По Волге, через Среднюю Азию, затем через Гималаи. Нассау пробился к Екатерине и проект свой ей представил. Бумаги попали к Потемкину, и Потемкин, человек практичный, высмеял эту идею. Конечно, он не состоялся. Хотя потом, помним с вами, Павел Петрович с Наполеоном вновь всерьез к этой идее возвращались. Далее во Франции революция. И революционные войска, все эти оборванные с большим энтузиазмом и боевым духом, французские полки захватывают родовое владение принца, город Зиген, земля Северная Рейн-Вестфалия. Вы спросите, почему, владея целым городом, наш принц-барон постоянно скрывался от кредиторов и постоянно был в долгах? Ну вот потому что жить посредством, возвращаюсь к началу нашего разговора, не умел. И принц отпросился у Екатерины домой, во Францию и Германию, где стал собирать французских эмигрантов, роялистов, для организации освободительного похода освобождать свое графство, свой город. Всех этих роялистов он за свой счет кормил, поил, возможно, вооружал, распродал все подарки от Екатерины, включая золотые шпаги за храбрость. Опять остался всем должен, но военный поход освободительный так и не состоялся, потому что должных денег Нассау не собрал. Все, что собрал, опять как-то неудачно растратил. А тем временем, когда наш дорогой принц, барон Нассау-Зигенский, отправляется в Европу, пытаясь отвоевать свой город, свои родовые земли, в России к власти приходит император Павел I. И вот, пожалуйста, показываю вам уникальный экспонат. Это мундир офицерский батальона великого князя Константина Павловича, входящего в состав гатчинских войск. Собственно, это мундир офицера гатчинца. Ну, что такое гатчинские войска, мы понимаем с вами. Так назывались отряды войск, расположенные в Гатчине и Павловске и находящиеся в непосредственном распоряжении цесаревича Павла Петровича, в бытность его наследником престола. То есть ни к каким государственным делам матушка его на пушечный выстрел не подпускала, на войну ехать не разрешала, сколько он раз не просился, командовать боевыми частями не позволяла, но забавляться поблизости, относительно поблизости от столицы, в Гатчине, это пожалуйста. Создай свою маленькую армию, строй там все, что хочешь, хоть микрофлотилию, открывай аптеку, открывай больничку, только не лезь в государевые дела, дорогой мой сынок. И не напоминай мне о своем отце. И вот мундир офицера-гатчинца. Чем он интересен? Кстати, гатчинская армия была не такой уж маленькой. Когда императрица скоропостижно скончается, и гатчинцы войдут в Петербург, то, как вспоминали современники, у нас сложилось ощущение, что в течение дня столица занята иноземным войском. Ну, иноземным, потому что они
были суровы, очень хорошо подготовлены и организованы, и несколько тысяч пехотинцев и кавалеристов моментально взяли под контроль в столице мосты, телеграф, телефон, вокзалы, шучу, Зимний дворец, в общем, все ключевые точки. Даже попыток как-то перехватить власть у Павла Петровича, ведь же была же еще фракция и Александра, и, наверное, много о чем еще мечтали тогда Зубовы и иные, но даже попыток никто не пытался предпринимать. Гатчинцы быстро все взяли под свой тотальный контроль. Чем интересен этот мундир? Обращаю внимание, смотрите, видите, какое необычное шитье? После переформирования гатчинского войска все его подразделения побатальонно были включены в разные гвардейские полки. Вот непосредственно этот батальон был включен в состав полка Измайловского. Измайловский – это 3-й полк Старой гвардии. Преображенский, Семеновский, 3-й Измайловский. Преображенский, Семеновский – это полки, созданные Петром I, а Измайловский 3-й полк создан как раз при Анне Иоанновне. Читайте, друзья мои, Николая Павленко, Анна Иоанновна и «Ледяной дом». И вот когда в составе Измайловского полка появились гатчинцы с таким вот шитьем, прошло год, 10-20, и родилась удивительная легенда. Откуда такое странное шитье? А это же коса недозаплетенная, коса императрицы Анны Иоанновны. Мол, в свое время ей принесли на утверждение, как будет выглядеть мундир, там, позументы и всякая атрибутика создаваемого нового гвардейского полка. В этот момент наша императрица сидела у окошка, пряла поздно вечерком, заплетала себе косичку и, небрежно махнув в сторону своей косы, сказала: пусть так это все и выглядит. И, восприняв это указание буквально, недозаплетенная коса появилась на мундире Измайловского Анны Иоанновны гвардейского полка. Легенда красивая, конечно, никакого отношения к реальности не имеет. Все вот эти золотые вышивки были взяты цесаревичем Павлом Петровичем для своих любимых гатчинцев из немецкой, точнее говоря, прусской военной моды того времени. Вот у прусаков в конце XVIII века такое странное шитье было довольно распространено. Согласитесь, что недозаплетенная косичка – это звучит красиво. И он прибился уже к королю Пруссии, получая жалование как от него, так еще и тайно-секретно жалование от Екатерины, потому что он стал нашим тайным агентом Штирлиц при дворе прусского короля. И основная его задача, как секретного русского агента влияния, была уговаривать прусского короля во всем поддерживать политику Екатерины. Делал он это успешно, надо сказать, потому что Пруссия весьма активно участвовала, в том числе с подачи принца Нассау, в подавлении польского восстания после очередного раздела Польши. Польское восстание Костюшка, то есть наши, Суворов, с востока, а немцы с запада. Вот мы все время забываем, что вольнолюбивых поляков ни одна жестокая Российская империя наказывала. Не только мы подавляли разного рода польские мятежи и выступления. Нет, с не меньшим и с большим энтузиазмом этим занимались немцы. Как немцы прусские, так и немцы австрийские. В этом не видится какая-то историческая несправедливость. Вспомним новейшую историю. Пражская весна. Мне, как человеку, учившемуся в институте чешский, и страноведение у меня была Чехословакия, я с большой симпатией отношусь к этому трудолюбивому и остроумному народу, к чехам и словакам, но вот несправедливость. 1968 год. Пражская весна. Советские ввели танки в Чехословакию, в Прагу. По-разному можно оценивать. Социализм с человеческим лицом мягко, но настойчиво гусеницами раздавили. А почему мы забываем, что со всех сторон, с юга, с севера и с запада, такие же ограниченные контингенты своих войск, между прочим, с танками, ввели армии Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики и Социалистической Венгрии.
что мы были лишь одни из 4. И это было коллегиальное общее решение всех 4 соседей Чехословакии помочь чешским коммунистам справиться с оппозицией. Это было общее вооруженное вторжение. А отвечаем за это только мы сегодня. То же самое было с разделами Польши. Немцы с запада, а мы боролись с мятежниками, наступая с востока. Такова была реалполитик того времени. И, кстати, мой отец, который участвовал как раз в тех событиях 1968 года с нашей стороны, со стороны советской армии, вспоминал, что больше всего не повезло тем чехам, словакам, которые оказались рядом с венграми, с венгерскими войсками и с немцами. Уж те-то ребята вели себя по отношению к местному населению гораздо жестче, чем добрые русские парни из советского контингента войск, введенных в 1968 году в Чехословакию. Гораздо жестче. Ну ладно, это я отвлекся. В самом конце своей жизни принц Нассау решил продаться на службу к Наполеону. Но хотел стать сразу имперским маршалом. Наполеон его не взял. У него своих маршалов хватало. Может быть, не таких знатных, но ничуть не менее одаренных и гораздо более энергичных и предприимчивых. После этого принц окончательно успокоился, уже был не молод. И поскольку стать наполеоновским маршалом не получилось, решил сделаться фермером, точнее говоря, садовником. Поехал на территорию современной Украины, в Россию вернулся, в имение своей польской супруги. Это современная Хмельницкая область Украины, которая досталась ему как раз как приданное от польки его жены. И занялся сельским хозяйством. Там в имении и умер. На своей могиле распорядился никаких надгробий, никаких памятников не сооружать, а высаживать только его любимые цветы, которые он выращивал последние годы. Ухаживать за его цветами должны 2 самых красивых местных девушки. Принц учредил специальный фонд. В случае замужества девушкам из этого фонда выплачивалось приданное. Они отпускались таким образом к мужу, а на их место для ухода за цветами односельчане должны были выбрать новую главную красавицу. И, собственно, ей тоже из фонда выплачивалось какое-то содержание. Не знаем точно, сколько выполнялось его завещание, поскольку впоследствии поляки на этом месте, на месте его могилы, выстроили костел, и, в общем, ни могилы, ни цветов не стало. Вот такой принц Нассау был большой оригинал. Весь такой был XVIII век. Жалко, конечно, что Россия в результате того его последнего авантюристичного морского похода потеряла плоды побед Чичагова над шведами. Моряков жалко. Если бы не то последнее сражение, так бы он остался в нашей истории очень и очень удачливым флотоводцем. Наш телезритель спрашивает: расскажите о конфликте Александра III с инженером Карлом Гуниусом. Якобы Александр оскорбил Гуниуса, и тот покончил с собой. Правда ли это? Правда. Карл Гуниус – русский дворянин, шведского происхождения, военный, капитан. Закончил Михайловское артиллерийское училище в Петербурге, воевал на Кавказе, храбро воевал, награжден боевыми орденами. Вернувшись с Кавказа в Петербург, поступил на службу в так называемую оружейную комиссию. А потом стал начальником одного из патронных заводов в Петербурге. И по заданию военного министра его отправили в США изучать опыт производства стрелкового оружия. Ему понравилась американская винтовка системы Бердана. Он ее усовершенствовал. Усовершенствовал настолько, что американцы впоследствии называли эту винтовку русской винтовкой. Представляете? Как салат оливье во всем мире это русский салат, так винтовка Бердана в Америке после усовершенствования, сделанных русским офицером, называлась какое-то время русской винтовкой.
В итоге она в 1868 году была принята на вооружение и у нас в императорской армии под названием, правда, под американским, винтовка Бердана номер 1. Однако наши военные между собой называли ее винтовкой Гуниуса или винтовкой Горлова-Гуниуса. Эту усовершенствованную винтовку как-то Карл Гуниус и показал тогда еще не императору, а молодому цесаревичу Александру Третьему. И произошла неприятная история. Такой классический конфликт. Кто больше прав, виноват, сказать мы не можем. Свечку никто не держал при разговоре. Эту историю знаем главным образом из мемуаров Петра Кропоткина. Все остальные в той либо иной степени повторяют Кропоткина. Суть в чем? Офицер Гуниус, инженер, показывает Александру Третьему доработанную американскую винтовку. Александр Третий делает какие-то замечания, дает предложения. Надо бы, когда наследник престола дает вам советы вести себя тактично, но, видимо, то ли шведский офицер был человеком горячим. Нашла коса на камень, он стал пререкаться с наследником. Александр грубо его перебивал, тот еще грубее отвечал. Александр Гуниуса в итоге обматерил, тот обиделся и прислал ему из дома письмо. Александр Александрович, великий князь, официально извиниться перед ним письменным, либо он покончит с собой. Александр не извинился. Мы не знаем, прочитал он письмо, не прочитал. Наверное, прочитал. Хотя сам факт того, что простой русский офицер направляет письмо второму человеку в империи, и оно до него доходит, уже как-то много говорит об отношениях в армии правильных. Александр Третий публично не извинился. Русский офицер Гуниус сдержал слово и застрелился. Некрасивая история. Отец, император Александр II, был взбешен и заставил своего сына лично участвовать в похоронах и всю дорогу идти за гробом этого офицера. Хотя, конечно, самоубийство при таких обстоятельствах, во-первых, совсем не по-христиански, во-вторых, странное, честно говоря, поведение Карла Гуниуса. Хотя некорректности Александра это никак не извиняет. Скорее, это говорит о том, что понятие чести, довольно гипертрофированное, в русской офицерской среде присутствовало. И, в общем-то, мы можем об этом судить по судьбе многих русских офицеров, павших тогда на дуэлях. Ведь дошло до того, что дуэли даже официально разрешили на каком-то этапе в армии. В общем, читайте Александра Куприна «Поединок». Там много чего об этом интересного написано. Следующий вопрос. После окончания Крымской войны Турция вывела свой флот в Средиземное море. А почему Черное море, я напомню, по условиям мирного Парижского договора было объявлено морем свободным от военного флота? Предписывалось двум державам, и России, и Турции, все свои военные корабли из Черного моря вывести. Турция, пользуясь тем, что она контролировала Дарданеллы, она вывела остатки своего флота в Средиземное море. Так вот, вопрос нашего телезрителя: а почему остатки наших кораблей не были выведены в Азовское? Это первый вопрос. Следующий вопрос. Что стало с захваченными нами английскими пушками с вензелем королевы Виктории? И правда ли, что из русских пушек с русским вензелем англичане отливали себе наградные кресты? По порядку. В Азовское море мы ничего не вывели, потому что, нечего было особо выводить. Большая часть нашего флота либо погибла в боях, либо была затоплена на Севастопольском рейде. Азовское море мелкое, там вообще держать большие линейные корабли небезопасно. Нечего там было держать. По поводу пушек. Действительно, в Севастополе на бастионах англичане и французы захватили довольно много наших пушек. И по ряду источников так называемый крест королевы Виктории, Виктория Кросс, отсылаю вас к нашему лекционному курсу о нулевой мировой, о Крымской войне, первую партию, которой королева Виктория награждала героев Крымской войны, изготовили из металла русских пушек. Это так. Что касается пушек, которых захватывали мы,
английских пушек с королевским вензелем. Я, честно говоря, не нашел сведений о том, куда эти пушки делись. Есть лишь одна, достоверно точная, которая не пропала. Эта пушка находится в Одессе, установлена на постаменте на Приморском бульваре с вензелем Виктории. Пушка эта была захвачена нами с английского корабля «Тигр». Это был пароходов-фрегат, то есть корабль уже на угле, на паровой тяге. Тот любит все-таки на Западе все эти тигры, леопарды. Пушка там стоит по сей день. Этот памятник во славу русского оружия до сих пор, пока украинские власти, слава богу, не демонтировали. Как говорят острословы, возможно, из преклонения перед натовским западным оружием. Следующий вопрос. Добрый день. Ирина Богданова. В телеграм-канале пришел вопрос. Таких вопросов довольно много, поэтому я их объединяю. Так немного перефразирую. Ирина живет на Камчатке и спрашивает, почему мы так мало говорим о нашей победе в Крымской войне, Петропавловске, над англо-французской эскадрой. Запишите отдельную лекцию о наших удивительных героях той эпохи, генерале Завойко, других. Мало об этом. Не совсем так. Я, кстати, в курсе о Крымской войне много об этом рассказывал. Повторюсь в двух словах. Это действительно очень интересная часть Крымской войны. Там много интересных деталей. Дважды пытались союзники высадиться в районе Петропавловска. В 1854 году десант оба раза был сброшен в море. Причем во время второго десанта английской морской пехоте около 1000 штыков. Вот этому десанту противостояла какая-то сборная солянка из наших защитников, матросы с фрегата «Аврора», какие-то полицейские местные, казаки, человек 300 в общей сложности. И вот они в штыковой атаке буквально сбросили с утеса английских морских пехотинцев, которые побросали множество оружия и даже бросили свое полковое знамя. Страшный позор для военных. Кто гостит в Петропавловске-Камчатском, не поленитесь, загляните в небольшой краеведческий музей. Там прямо в витрине этот британский флаг находится. Интересно другое, что когда через год более мощная британская эскадра вновь появилась у стен Петропавловска, наши понимали, что англичане вернутся и сил удерживать город не будет, поэтому было решено увести наш небольшой флот тогда на юг, в сторону Сахалина. И вот англо-французская эскадра в количестве 14 боевых кораблей бросилась за нашими в погоню. Передовая группа догнала, настигла. Был короткий бой. Потом союзники встали на якорь. Это все в районе Сахалина происходит. И стало ждать подхода основных сил, чтобы расправиться с русскими. Англичане полагали, что мы заперты в ловушке, потому что английские географы были убеждены, что Сахалин – это полуостров. И нашим деться из этого узкого канала, в который нас загнали англичане, некуда. А мы уже знали, что Сахалин – это остров, потому что Геннадий Невельской накануне, в 1850 году, обошел вокруг Сахалина. Это наши военные моряки держали в тайне. Поэтому пока англичане ждали подхода основных сил и полагали, что русским деться некуда, они заперты и будут уничтожены, наши спокойно ушли дальше, зашли в устье Амура. Русский флот буквально растворился. Эта история была очень популярна в европейской прессе той поры. И тогда свободная британская «Таймс» всячески издевалась над незадачливыми английскими флотоводцами. Такая интересная история. Следующий вопрос. Или группа вопросов, тоже касательно наших министров иностранных дел, кабинет министров, видных сановников. В том числе был вопрос, можно ли провести параллели между Карлом Нессельроде и Андреем Остерманом. Что их объединяет? Привязанность к Австрии и ненависть к ним русского народа. Сильный вопрос. Параллели провести можно. Параллели Лобачевского. Такие не совсем параллельные.
Они оба успешные чиновники, успешные дипломаты относительно. Во всем остальном это совершенно разные люди. Судьбы разные, эпохи совершенно разные, условия, в которых они работали, совершенно разные. Да, они оба выступали за союз с Австрией. Астерман выступал за союз со Священной Римской империей. В те времена еще Австрийской империи не существовало, она появилась только формально в начале XIX века. Это был такой прагматик из прагматиков. Сказать, что он ориентировался на Габсбургов, исходя из их интересов, конечно, нет. Он ориентировался, исходя из своих интересов и российских имперских интересов. Ниссельроде, да, он дружил долгие годы с Меттернихом, канцлером Австрийской империи. Но Ниссельроде, понимаете, он же не был самостоятельным. Рекомендую послушать лекцию про русскую дипломатию XIX века Ниссельроде, Горчаков и Тютчев. Ниссельроде был в большей степени исполнителем воли сначала Александра I, а потом Николая I. У государя Николая Павловича вообще было не забалуешь. Я не думаю, что свои проавстрийские симпатии Ниссельроде мог реализовать. А что касается ненависти или нелюбви к ним русского народа, я думаю, это большое преувеличение. Речь может идти о нелюбви к ним части элит. При всем уважении члены кружка Волынского, если говорить о временах Астермана, или патриотической части МИДа типа Тютчева, Горчакова и прочих, это все-таки узкая часть элит. Народ мало что про это знал. Я думаю, что он и вообще не знал. Никто такой Астерман, никто такой Ниссельроде. Народу было, честно говоря, до этого очень далеко. Вопрос, который я с удовольствием выбрал для подробного рассказа, касающийся личности Алексея Бобринского, сахарозаводчика и вообще семьи Бобринских. Люблю эту тему, потому что связан с ней лично, можно сказать. Кто такой Бобринский? Это внук Екатерины II от ее связи с Григорием Орловым. Его отец, тоже Алексей Григорьевич Бобринский, сын Екатерины и Григория Орлова, был поначалу определен в сухопутный шляхетский корпус, элитное военное учебное заведение, под личное наблюдение Дерибаса, будущего губернатора и строителя Одессы. Все сегодня к Одессе возвращается, наверное, не случайно. Потом уехал за границу. Там как-то он себя вел распущенно. Мать предписала ему жить в Ревеле, в современной Эстонии, в Санкт-Петербург не приезжать. Он женился на баронессе Унгерн, дальнем предке известного белогвардейского барона Унгерна. Однако при Павле I вернулся в столицу, был обласкан, поступил на военную службу, получил генерала, потом поселился в деревне. Сам он человек особо ничем не примечательным, а вот потомки его были людьми интересными. У Бобринского было 5 детей. Средний сын Алексей Алексеевич стал самым знаменитым сахарозаводчиком и основателем сахарной промышленности в Российской империи. Он наладил производство сахара из свеклы, построил и модернизировал несколько заводов. Был владельцем огромных поместьй в Тульской губернии, но главную свою агропромышленную деятельность вел на территории современной Малороссии, как раз на Черкащине, вот там, откуда родом Тарас Григорьевич Шевченко. Там он построил целый ряд заводов, Балаклейский и Смелянский сахарный завод. Это был человек блестяще образованный, имел обширные познания в математике, финансах, химии, механике, инженер, знаток точных наук. Он не просто закупал какие-то западные технологии, он их дорабатывал. По его заказу на Западе изготавливались специальные оборудования и станки, которые он потом сюда привозил. Он совершенствовал эти заводы. Это вообще было такое передовое производство по тем временам. Как писал известный историк князь Вяземский, позволю себе процитировать, Бобринскому недостаточно было бы, подобно Колумбу, открыть одну Америку. Он хотел бы их открыть несколько. Любознательная натура его беспрестанно требовала себе пищи. Он искал ее везде. Всякая новая мысль, открытие, новое учение возбуждали в нем лихорадочную деятельность. Человек с предпринимательским духом, можно сказать. Его активность и ум обратили на себя внимание министра финансов Конкрина, и до конца жизни Бобринский был ближайшим советником министра финансов, входил в совет министра.
В городе Смела он построил железнодорожную станцию Бобринская. Работает по сей день, правда, под другим, естественно, названием, по-моему, просто станция Смела. Он был женат на внучатой племяннице Григория Потемкина. Вот так вот интересно. Екатерина, Потемкины и Орловы все вместе породнились через пару поколений. У внучатой племянницы Потемкина и внука Екатерины и Орлова родилось несколько сыновей, все достойные люди. Один герой обороны Севастополя, боевой офицер. Другой был губернатором Гродно и министром путей сообщения. А третий дослужился даже до губернатора Петербурга. Кстати, все трое продолжали развивать сахарную промышленность, строили больницы, гимназии, телефонные станции. Очень были продвинутыми в этом отношении достойными гражданами. Следующий вопрос. Очень бы хотелось послушать лекцию о старообрядцах, о конфликте с основным православием, о том, как русский протестантизм стал раскольничеством, про поповство, беспоповство, беглопоповство и прочую свистобратью, окружников, филипповцев, дырников, рябиновцев, средников до бегунов. Но автор вопроса глубоко погружен в тему, скажу честно. А то у меня такая каша в голове, что разобраться крайне тяжело, требует много времени и быстрых нейронов. Уважаемый автор вопроса, ваше имя тоже зашифровал Google. Судя по вопросу, у вас с нейронами все прекрасно в голове, вы скромничаете. В наши дни неправильно было бы называть старообрядцев раскольниками, тем более, что для них исторически раскольниками как раз был Никон и те, кто принял его реформу. Еще труднее понять, кто старообрядцы, либо классическая, основная православная церковь, могут рассматриваться в качестве русского протестантизма. Вы знаете, это тема совершенно отдельного, узкоспециального разговора, богословского. Я здесь специалистом себя совсем не чувствую. Могу лишь сказать политически одно. Старообрядческие общины – это очень важная, значимая часть нашего народа. Всегда была и, кстати, и остается. Различные направления старообрядчества описаны в трудах специалистов. Если вы хотите действительно глубоко разобраться в этом вопросе, а судя по нему вы много чего знаете, я вам рекомендую ознакомиться с трудами историков по этой теме. Могу порекомендовать вам Елену Юхименко, это прекрасный филолог, специалист по старообрядчеству. По сибирскому старообрядчеству советую почитать Александра Кострова из Иркутского университета. Но есть также немало ярких их публицистических трудов на эту тему популярного историка Александра Пыжикова. Также рекомендую ознакомиться. Вопрос от нашего телезрителя Василия Долгих. Миллионеры Морозов, Мамонтов, Рябушинский – старообрядцы. Насколько идеология старообрядцев влияла на финансовое состояние и на развитие экономической России? Много вопросов про старообрядцев. Еще раз скажу, здесь надо обладать узкоспециальными знаниями. Кратко сказать лишь то, что идеология, точнее система ценностей, вытекающая из образа жизни старообрядцев, из их религиозных принципов, влияла, конечно, на экономику России, на дело, которым они занимались, самым позитивным образом. Для старообрядцев было характерно трудолюбие, определенная кастовость, замкнутость, прямое неприятие праздности и безделья. Это, по мнению старообрядцев, было училище зла, большой грех. Важно еще об одном вспомнить, что
в России не было свободных денег. То есть банки были, конечно, но их было очень немного. Получить коммерческий кредит мог кто? Дворянин под залог имения. А вот под какую-то бизнес-идею, под бизнес-план получить большие деньги для строительства завода или открытия какого-то большого торгового дела. Под это было почти невозможно. Поэтому старообрядцы тут оказались в выигрышном положении. Они получали кредит или банковский от имени всей общины старообрядческой. Все знали, старообрядцы люди честные, долг отдадут. И община выступала гарантом перед финансовым кредитным институтом за своего инициативного предпринимателя. Кстати, в этом случае, как вы понимаете, он не считался единственным собственником этого дела. Нет. Он как бы был миноритарием, менеджером, который управлял неким делом, неким предприятием, принадлежащим старообрядческой общине в целом. И должен был соблюдать интересы финансовые всей общины. Такой, знаете, как бы социальный капитализм получается. Либо же, когда члены старообрядческой общины сами накопили уже приличные финансовые ресурсы, они могли сами своего члена поддержать, выдав ему льготную ссуду на запуск какого-то нового предприятия. Отсюда и берется, честное слово, купеческое. Помните «Жестокий романс» Островского? Кино замечательное. У тебя тоже цепи. Хуже. Кандалы. Какие? Слово честное. Купеческое. У нас как-то в XIX веке нотариат, закреплявший договора и сделки в бизнесе, не особо был развит. Особенно за границами Москвы и Петербурга. Нет, большинство сделок заключалось или в простой письменной, или даже в простой устной форме. При свидетелях руки пожали, долго торговались, кстати, не пили никогда, а торговались в трактирах, где спиртное не подавали. И говорили иногда так: это сделка на 2 самовара. Это означает, что пока купцы, промышленники не выдули 2 самовара чая, целый день не просидели за столом, торгуясь, прийти к согласию не могли. Но договорились, руки пожали, и дальше все. В случае со старообрядцами большая ответственность, но и определенные гарантии. Община тебя защитит. Так что суживали они огромные суммы под честное слово. Нарушение этого слова у старообрядцев считалось чем-то практически невозможным. Так получилось, что в дореволюционной России в числе самых богатых и предприимчивых людей, именно поборников старой веры, в пропорциональном отношении, было очень-очень много. Старообрядцы из купцов и промышленников – это была крупнейшая финансово-промышленная каста наряду с иностранными бизнесменами, там, Нобелями и компанией, юзами, ну и наряду с теми дворянами-помещиками, которые тоже смогли развернуться в предпринимателей. Двигаемся дальше. Может ли стать объектом изучения личность, которая неприятна автору? Видимо, мне имеется в виду. Я понимаю, с чем связан этот вопрос. Такие вопросы поступают часто. За редчайшим исключением, действительно, и наши проницательные телезрители, подписчики это заметили, я люблю рассказывать о людях, которые мне симпатичны. В этом есть известная проблема для историков. Эта проблема часто фиксируется в профессиональной среде. Когда ты выбираешь какой-то предмет изучения, то этот предмет, этот объект становится тебе сначала интересен, потом по мере погружения в материал все более и более интересен, а потом ты попадаешь в определенную эмоциональную ловушку. Ты начинаешь симпатизировать тому историческому деятелю, деяния которого ты знаешь, описываешь. Это вообще проблема на Западе часто всплывает, особенно среди тех историков, которые выбрали себе сложные предметы исследования. Представьте себе, исследуют Муссолини они или Гитлера. В силу слабости человеческой природы такие историки часто попадают под обаяние зла и становятся в итоге, может быть, неосознанно, бессознательно становятся в каком-то смысле адвокатами
дьявола? Мой ответ такой. Я не люблю рассказывать о личности, которые мне неприятны. Но если приходится, то такая неприятная личность должна быть предметом не популяризации, а как бы препарирования, изучения. Говоря о популяризации истории, а наш жанр наших с вами бесед и встреч именно такой, я каждый раз задаю себе вопрос, зачем мне распространять информацию о плохих людях, о людях, которые мне неприятны. Зачем? Точно так же и учитель. Мне кажется, вынося какой-то материал к школьникам, должен определиться с точки зрения целеполагания, ответить на вопрос, рассказывая о том либо ином герое и антигерое, какой результат он хочет получить. Сделать из своего героя предмет для подражания, чтобы школьник хотел сверять часы, походить на этого героя, учиться у него чему-то. Или наоборот, рассказать об антигерое таким образом, чтобы история выполняла свою другую важнейшую функцию. Не повторять ошибок, не наступать еще раз на грабли. Так что тема эта непростая. Еще вопрос из этой же серии. В школе на уроках часто используется формула «суд над чем-то», да, суд истории над кем-то. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что этот вариант с точки зрения методики это полезно, но вырабатывать у ученика привычку судить предков – это не очень корректно. Предков надо не судить, предков надо стараться понимать. Поэтому суд над каким-то деятелем истории я бы рекомендовал в старших классах проводить с определенной подготовкой, объясняя школьникам, что это просто форма, в которую мы упаковываем свою аргументацию. Что наша задача – это понять, не разговаривать о наших предках свысока. Кто мы такие, чтобы их судить? Не надо думать, что мы их умнее в чем-то. Надо попытаться, как говорят китайцы, в их туфлях пройти 1000 ли. Надо попытаться понять обстоятельства, в которых они принимали те либо иные решения. У нас огромное с вами преимущество. Мы знаем последствия их действия. Зная последствия, мы имеем возможность адекватно оценивать значение и говорить, в этом Петр I прав, а в этом Сталин не прав. Мы-то знаем, к чему это привело. Они этого не знали. Они действовали на ощупь, исходя из своих собственных представлений на тот момент, как им казалось верно. Поэтому не судите, да не судимы будете, попытайтесь понять. Понять эпоху и обстоятельства. В телеграм-канале пришел вопрос от Ольги Петровой. Насколько актуальна история сегодня? С чего начать изучение истории? Начинайте с кино, с исторического, с литературы популярной, с чего-нибудь легкого. Постепенно втянетесь. Потом начнете читать книги серии Жозаэл, интересные, наших великих историков. Я вижу свою задачу именно в популяризации исторических знаний, в том, чтобы попытаться простым человеческим языком, насколько я смогу, насколько мне по силам, рассказать сложные вещи. Бросить это зерно любви и интереса к нашей истории. Знание истории дает нам твердый фундамент, на котором мы стоим, дает возможность понимания многих современных процессов, дает нам определенный иммунитет от лжи, от фальсификации. Люди же не меняются, меняются только обстоятельства. Как действовали такие же люди, как и мы, в иных обстоятельствах вчера, понять, что происходит сегодня, и спрогнозировать, что будет завтра. Именно поэтому изучение истории должно всячески поддерживаться на уровне государства. Не случайно наш известный министр просвещения граф Уваров говорил, изучение истории есть дело государственное. С этим нельзя не согласиться. Сергей Семенович Уваров понимал, как важно изучение истории уже с точки зрения интересов государства.
Слышал, что Россия и Турция между собой воевали 27 раз. Правда ли это? 27 раз. Тут, как говорит один мой помощник, ситуация следующая. Как считать? Последняя, слава богу, русско-турецкая война случилась в начале 20 века, и это, собственно, была часть Первой мировой войны. До этого Россия воевала с Османской империей, если брать крупные войны, вплоть до конца XIX века, 10 раз. Если к этому прибавить походы, когда войско турецкое, янычары, вместе с крымским ханом, так было при Иване Грозном, например, тоже выступали против московского государства, можно еще добавить 1-2 похода. Получится 12 раз. Откуда умопомрачительная цифра 27, которая тоже, наверное, имеет право на жизнь? Я думаю, что при желании можно насчитать и большее число раз, если сюда добавить все столкновения с Крымским ханством. Дело в том, что когда правил в Москве Иван III, великий князь московский, великий государь, то примерно в эти годы, в 1475 году, войска турецкого султана захватили южный берег Крыма. И, собственно, крепость Кафу, это Феодосия сегодня. Так крымский хан превратился в вассала Османской империи. С того времени все набеги крымцев на русские земли, походы с понятной целью – пограбить, угнать в полон пленников, потом их продать на рынках Константинополя. Все эти походы можно было бы формально называть русско-турецкими войнами. Но я бы все-таки делать это поостерегся, поскольку наше правительство, отражая набеги крымцев, никогда не считало себя в состоянии войны с Османской империей. С крымцами мы воевали, а тем временем наши послы в Константинополе вели рутинную дипломатическую работу. Что это из себя представляло? Нужно было подкупать чиновников султана, уговаривать самого султана, чтобы он как-то одернул своего взорвавшегося вассала крымского хана. Султан входил в наше положение и, как правило, обещал разобраться. Такая была игра. Мы тоже вели похожую игру. Например, когда донские казаки нападали на турецкие суда и тоже грабили караваны. Когда захватили Азов, знаменитое Азовское сидение середины 17 века, и султан выражал свое возмущение по этому поводу, то в Москве отговаривались примерно так же, что какие казаки, причем мы здесь, это люди воровские, беглые, мы за них не отвечаем, московского царя они не слушаются. В Константинополе султан скрипел зубами, понимал, что его дурачат, но сделать ничего не мог. Так что вот такая была обоюдная дипломатическо-военная игра. Поэтому я к исчислению, собственно, войн с Турцией, с Османской империей подходил бы, конечно, строже. Их было, наверное, 10, 11, 12. Но и то цифры впечатляющие, согласитесь. И вот, говоря о русско-турецких войнах, не можем мы с вами не остановиться на этом прекраснейшем экземпляре. Это мундир, минутку, ему 150 лет. Мундир трубача 3-го Драгунского военного ордена его императорского величества великого князя Михаила Николаевича полка образца 1872 года. Именно в таких мундирах наши солдаты освобождали Балканы в ходе той победоносной русско-турецкой войны 1877-78 годов, когда Скобелев подошел прямо к окраине Константинополя. В чем уникальность полка? Расшифрую название. Что значит великого князя Михаила Николаевича? Просто сын Николая I, тоже боевой офицер, был шефом этого полка. А почему называется полк военного ордена? Вот это очень интересная история. Полк старинный. Полк был сформирован где-то под Полтавой вот во времени 1709 года. Затем несколько раз переформировался. Какое-то время это был Драгунский полк. Драгуны – это кавалеристы, которые могут воевать и в пешем строю. Был Кирасирский полк тяжелой кавалерии и даже назывался Минихов Кирасирский полк. То есть, видимо, имел непосредственное отношение к фельдмаршалу Миниху. Отсылаю вас к нашей лекции о фельдмаршале Минихе, интересном немце на русской службе.
В годы правления Екатерины II за особые военные заслуги полк получил уникальное название. Помним с вами, что орден Святого Георгия, военный орден офицерский, был учрежден императрицей Екатериной. Это высший орден из всех военных, которым награждают боевых офицеров. Обычно полки Сумской, Мелитопольский, Черниговский там и так далее, они либо по месту формирования, либо по какому-то другому принципу географической привязки к области, к региону, даже к названию реки иногда. Но этот полк, уникальный, один такой в русской императорской армии, носил имя военного ордена, то есть полк ордена Святого Георгия. И обратите внимание, все кантики оранжевые. Вот эти, чуть не сказал, погоны, крыльца это называлось, крылья, они просто георгиевских цветов. Далее обшлага рукавов тоже оранжевые. Обшивка. Мундир, до такой степени темно-зеленый, что, в общем-то, он черный, честно говоря. То есть все это в цветах ордена Святого Георгия. Все командиры этого полка, штаб-офицеры, обер-офицеры должны были быть непременно кавалерами ордена Святого Георгия. То есть каждый капитан уже заслуженный, геройски проявивший себя боевой офицер. Представляете качество офицерского корпуса этого полка? Особый полк. Не случайно прошел сквозь все войны, освобождал Балканы, покрыл себя неувидаемой славой и в годы Первой мировой войны. Хотя, конечно, там под пулеметами и отравляющими газами были они не в такой красивой форме, а наверняка в каком-нибудь зеленом грязном хаке. Но геройство нашим воинам это не убавляло ни в коей степени. История полка славная, 150-летняя, даже нет, почти 200-летняя, к сожалению, закончилась с революцией 17 года. Самое главное, что после 17 года, когда большевистское правительство решительно поддержало кемалистов, сторонников Кемаля Ататюрка после распада Османской империи, с той поры мы никогда с Турцией не воевали. И сейчас у нас мир, и слава Богу. И это результат тонкой, осторожной, систематической работы нашего МИДа и президента. Результат сдержанности во внешней политике. Сложные были моменты. Посла нашего, террористы, кстати, бывшие сотрудники турецкой безопасности убили. Надо уметь сдерживаться. Результатом этой сдержанной и продуманной политики является то, что у нас в целом с Турцией со всеми шероховатостями, которые всегда бывают между большими государствами, с большими разноплановыми интересами, уже много десятилетий развивается взаимовыгодное сотрудничество. Это большой успех и наш, и турецкого руководства. Следующий вопрос относится ко времени, к середине уже XIX века, как смерть императора Николая I повлияла на ход Крымской войны. Был ли у России шанс на победу? Смерть Николая I уже никак на результат этой войны не повлияла и вряд ли могла повлиять. Вообще рассуждать о шансах на победу в Крымской войне России надо очень и очень осторожно. Давайте посмотрим под таким углом зрения. Какие цели уже в разгар этой войны, не в начале. В начале все у нас складывалось прекрасно. Турецкий флот разбит Нахимовым, побеждаем на всех фронтах Турцию. И до тех пор, пока за Турцию не вписались Англия, Франция, отчасти Австрия, Пруссия, Германия, Италия, Сардиния, я так называю современными названиями государства той поры. То есть пока Россия не оказалась один на один против всего НАТО, всей объединенной Европы, у нас перспектива победы была просто на кончиках пальцев. Вот еще чуть-чуть, и Святая София и Константинополь вернутся в родную гавань. Большая политика, все оказалось гораздо тяжелее. И, конечно, такой международной изоляции, такого предательства со стороны своих союзников Николай I не ожидал. Поэтому давайте посмотрим, какие задачи уже в разгар войны ставили перед собой ее участники. Какие задачи ставила Россия? Мы были в здравом рассудке, и ни о какой десантной операции в Лондоне или победном марше до Парижа уже речи идти не могло.
Наша главная задача была как-то выгнать врага со своей территории, из Крыма, сбросить в море, заставить этот объединенный десант ретироваться. Смогла это сделать наша страна, наша армия? Нет. К сожалению, этого сделать не удалось. Но при этом, говоря о поражении России в Крымской войне, которую в Европе называли Восточной, а мы сегодня часто называем нулевой мировой, следует сделать одну важную оговорку, что те условия мира, которые были завоеваны силой русского оружия, были, в общем, вполне достойными по сравнению со стратегическими целями, которые ставили наши враги. Ведь не случайно во Франции, да и в Англии, после подписания Парижского мирного договора в газетах писали: мы вообще не понимаем, а кто победил-то? Из договора это не ясно. Я напомню, что еще до начала войны тогдашний министр иностранных дел Британской империи лорд Пальмерстон формулировал задачи на русском направлении дословно следующим образом. Кавычки открываются. «Для меня идеальная цель войны», речь шла уже о войне Британской империи с Россией, заключается в следующем. Аландские острова Финляндию возвратить Швеции. Ядро Польского королевства восстановить как барьер между Германией и Россией. Валахию, Молдавию отдать Австрии. Крым, Черкессия и Грузия отрываются от России. Крым и Грузию передать Турции, а Черкессия становится независимой, либо тоже подчиняется султану. Кавычки закрываются. Но вот такие неслабые британские планы на нашу территорию. Благодаря победам русской армии на Кавказе ни о каком отрыве Грузии и Черкессии, конечно, речь уже идти не могло. Благодаря героической обороне Севастополя ни о каком отрыве Крыма от России в пользу Турции даже заикнуться союзники Англия, Франция, Сардиния, Турция не могли. Благодаря успешной обороне Петербурга, Кронштадта от британского флота, о каком отрыве Финляндии могла идти речь? Ну, наконец, какое еще восставление Польши? Там даже не рискнули открывать фронт. Равно как не смогли ничего сделать ни на Соловках, ни на Архангельском направлении, ни на восточном направлении. Камчатка, Сахалин. Мы везде одержали победы. Рассуждая с вами о Крымской войне и о том, как смерть Николая I могла повлиять на исход этой войны, не могу не показать вам этот замечательный подлинный предмет, тоже которому много-много лет. Наградная, офицерская, генеральская шпага к мундиру павловского образца. Образец 1798 года. Ну, мы с вами понимаем, да, что холодное оружие было в значительной степени разносортицей в нашей армии всегда. До Павла. Павел, большой любитель ордунга и порядка во всем, предельно все унифицировал, все, до чего мог дотянуться. Предписывалось, какие шпаги боевые, какие парадные, облегченные, в каких ситуациях, какому типу мундира, офицерам, штаб-офицерам, обер-офицерам, генералам, когда носить. Нарушать-то было нельзя при Павле. Ну, по крайней мере, в столице лучше на глаза ему не попадаться. Это, конечно, экземпляр более поздний. Но, видите, она уже не боевая, это абсолютно формальная парадка, элемент мундира парадного, скорее всего, генеральского. И это, наверное, было при генеральском мундире где-то в конце XIX века. Но тут одна интересная деталь. Вот видите? Вот это вот маленькая, современным словом, брелочек, вмонтированный в эфес шпаги. Это орден, офицерский орден Анны IV степени, обычно за личную храбрость в бою. И мы предполагаем, что этот генерал, который носил при мундире своем его высокопревосходительство эту шпагу, получил орден в молодости, может быть, в Крымскую войну как раз. Орден был необычный, его носили не на кителе, не на мундире, а на эфесе шпаги, иногда на темляке. Есть интересная легенда. Дело в том, что Павел I, будучи еще наследником престола, очень хотел награждать своих приближенных, офицеров,
сам без разрешения матушки своей волевой, императрицы Екатерины, но боялся это делать. А в свою очередь офицеры боялись принимать ордена от Павла, чтобы не вызвать ревность императрицы. Все-таки по положениям, по всем ордена – это прерогатива монарха. И вот Павел придумал орден Анны IV степени, который был так спрятан, который монтировался где-то к Эфесу, таким вот образом. И вроде как со стороны его не видно. Наградил одного, наградил второго. И когда орденом этим он наградил от своего имени цесаревича, будущего московского градоначальника Растопчина, это был один из помощников, приближенных Павла, то Растопчин так разнервничался, ему вроде как и отказать своему шефу неудобно. И не дай бог императрице кто-то донесет, что он не очень законно получил награду, он как-то все-таки прорвался к Екатерине и пытался объяснить неловкость ей своего положения. Екатерина II улыбнулась и сказала: ну что за бестолковый у меня сынок. И объяснить-то ничего толком не может. Ладно, давай, Растопчин, носи ты свой орден, пусть сын мой им продолжает награждать, а я буду продолжать эти ордена не замечать. Их тут, в общем-то, и не разглядишь. Павел награждал, матушка-императрица не замечала. За просто так ордена тогда не давали. Даже Анну IV степени, если ты, конечно, не близкий приближенный Павла и можешь получить его за какой-нибудь успешный маневр в Гатчине, то во всех иных обстоятельствах прояви себя, будь любезен, на поле боя. Все эти цели британским дипломатам, они от них не отказались, нет. Им их пришлось отложить на долгие годы. И частично последовательные люди, англосаксы, им удалось этих целей по ослаблению России достичь по итогам Первой мировой войны, когда действительно от России была отторгнута и Финляндия, и Польша, и Прибалтика. С Крымом могли называть они Белогвардейская республика и независимая Врангеля, но речь-то шла тоже об отторжении территории от России, уже советской России. С Крымом не получилось. Кавказ отторгли с помощью местных националистов ненадолго, только на время. И скоро русская, то бишь уже Красная армия, зашла туда и восстановила границы Российской империи. Тут, правда, оговорка, на эту тему тоже приходит много вопросов от наших слушателей, поэтому я сделаю небольшое отвлечение. На Кавказе часть наших земель все-таки ушла в сторону Турции. И тут, как я их называю, мои друзья, историки, монархисты, белогвардейцы, в шутку, в кавычках я так говорю, они, конечно, пеняют большевикам, что большевики не только потеряли Польшу, Финляндию, Прибалтику, но и потеряли часть Армении тогда. Тут все-таки поясню, это произошло не из-за большевиков. Это произошло скорее из-за армянских националистов, так называемых дашнаков, которые интриговали, в итоге навредили собственному народу. История эта довольно интересная. Займу несколько минут вашего внимания. Тем более, что с учетом всего того, что сегодня творится, в Закавказье, вокруг Армении, Карабаха, Азербайджана, всех тех близких нам народов, которые всегда жили в рамках Советского Союза, в дружбе и в понимании с соседями. Эта история не может нас не беспокоить, поэтому давайте расскажу вам о том, что произошло тогда, после окончания Первой мировой, и как так получилось, что часть Армении оказалась в составе Турции. В 1920 году был заключен отдельный договор, кстати, очень невыгодный, кабальный, для Турции, где Антанта диктовала условия отделения так называемого раздела турецких колоний, раздела арабских и европейских владений Османской империи. Почему арабских, обратите внимание, тогда же возникла и тема Палестины. Видите, как все связано в истории с сегодняшним днем. Палестина же была частью Османской империи к началу Первой мировой войны. Так вот, Турция соглашалась передать независимой республике Армения. Независимая республика Армения во главе с собственным независимым националистическим правительством возникла тогда ненадолго. Граница между Турцией и Арменией должна была быть установлена
так называемыми независимыми арбитрами. А на роль этих независимых арбитров были приглашены Соединенные Штаты Америки. Армянские националисты согласились на арбитраж США. Но это не всем нравилось. Это не нравилось армянским социалистам и коммунистам, которые продолжали воевать уже под советскими флагами с местными националистами. И это не нравилось молодым прогрессивным офицерам в Турции, патриотам, кемалистам, которые тоже не признавали этот договор и продолжали где-то на границе с Арменией такие вялотекущие боевые действия. Советская Россия, которая в части внешней политики поддерживала и очень сильно материально поддерживала, сколько мы туда тонн золота отправили, десятков тонн золота в помощь Кемалю Ататюрку, кому интересно, посмотрите. Возможно, без помощи Советской России победить ему было бы гораздо тяжелее. Мы поддерживали кемалистов и рассчитывали, что в знак благодарности Кемаль Ататюрк, придя к власти, согласится с тем, что граница вернется на старую имперскую границу. То есть большая часть Армении окажется в составе уже Объединенного Союза Советских Республик. В конце концов, Карс, Ардаган, Сарыкамыш должны были остаться в составе Армении. Кстати, и легендарная гора Арарат тоже. Но в этой сложной запутанной ситуации независимое армянское правительство, которое тогда контролировало столицу, зачем-то объявило войну Турции. Честно говоря, историки до сих пор спорят, не могут понять вообще зачем. Загадка. Поскольку шансов победить у националистического армянского правительства не было никаких. Из Европы, из Лондона, из Парижа выглядело как просто приглашение турок к оккупации. Таким образом, чтобы территория Армении, по крайней мере спорная, досталась не Москве, а туркам или кому-то еще. Никакого больше смысла в этой странной войне не было. Турки за месяц разбили армян и заняли большую часть армянской территории. Чтобы предотвратить полный разгром Армении, а там было много просоветски настроенных граждан, Советская Россия срочно приступила к процессу, который стали называть потом советизацией. Силы Красной Армии вступили на территорию Армении, это конец 2020 года, и уже 2 декабря 2020 года представители националистического дашнакского правительства подписали с Советами договор, где соглашались на создание Советской Армении, советского государства. Дальше вообще невероятная история. Через несколько часов это же дашнакское правительство, буквально в ночь на 3 декабря, видимо, понимая, что дни его сочтены, взяли и подписали от имени Армении с турками мирный договор. То есть только объявили им войну, тут же ее проиграли, и подписывают с Турцией мирный договор, по которому отдают всю Карскую область Турции, включая великую армянскую гору Арарат. Советское правительство, естественно, этот договор не признало, заявило об этом, но это было сложное время, гражданская война. Переговоры продолжались, даже через год в Москве пришлось заново переподписывать договор о разграничении границы, и все-таки Москва была вынуждена признать Карс и Ардаган частью Турции. Правда, советское правительство все же по итогам добилось от кемалистов уступок. Они вернули России Батуми, Батуми вернулась Грузии с окрестностями, Гюмри к Армении, а Начхивань к Азербайджану. Но вот Карскую область и гору Арарат турки возвращать отказались, не без резона ссылаясь на то, что получили ее в качестве жеста доброй воли от независимой Армении, что они за эти земли не воевали и не захватывали их военной силой ни в коей мере у России. Таким образом, армянские националисты, как считают многие историки сегодня, сделали двойную ошибку. Сначала зачем-то положились на арбитраж США и вообще Антанты, которые не собирались, естественно, Армению защищать ни в каком виде. Ну, а закончилось это вот такой подлянкой своему народу, завоеванные когда-то в жестоких боях, многочисленных русско-турецких войнах, о которых мы говорили, армянские земли, преимущественно населенные армянами, земли, завоеванные русской армией, Карс, Ардаган, они сами отдали Турции. Для чего? Каких только причин
не заявляется, и по причине своего природного антибольшевизма, чтобы большевикам напакостить, и по причине русофобских настроений. Есть мнение, что они просто уже все собирались эмигрировать и действовали напрямую по указке англичан и американцев. Такое тоже нельзя исключить, потому что с тех пор, особенно после распада Советского Союза, чего только не происходило на этой прекрасной, красивой, древней армянской земле, и какого рода только интриги, зачастую не в пользу армянского народа, а в пользу третьих стран, в пользу Запада, не осуществляли некоторые представители армянского руководства. Я не буду об этом говорить сегодня, у нас все-таки историческая передача, и я ни в какой степени не хочу ее политизировать, хотя был бы у нас другой формат. Я мог бы вспомнить те времена, когда служил в Министерстве культуры, и как имел удовольствие и неудовольствие общаться с разными армянскими министрами культуры, и с теми, которые воспитывались в Советском Союзе, для которых русский был второй родной. И русская культура была такой же родной, понятной и любимой, как для нас любима древняя армянская культура, ее история. А были и другие министры, которые не то чтобы по-русски там не очень знали. Мне иногда казалось, что они и по-армянски-то не очень. Складывалось ощущение, честно говоря. Не буду я об этом рассказывать. Народ древний, мудрый, он сам непременно со всем разберется. Возвращаемся к Крымской войне. Главной причиной, почему, придя к власти, Александр II и его правительство согласились остановить войну на невыгодных для России условиях, я напомню, что мы теряли небольшую территорию в районе Молдавии, но самое главное, мы лишились Черноморского флота и пообещали срыть все военные укрепления в Крыму и на побережье Новороссии, в районе Одессы и так далее. То есть речь шла о превращении Черного моря в мирное нейтральное море. Турки тоже обещали ликвидировать свой флот военный в Черном море. Главная причина, почему мы подписывали в Париже мир вот на таких условиях, заключалась в том, что России исчерпались ресурсы. Империя, по сути, стояла на грани финансового краха. Многократный рост государственного долга, практически в 20 раз за годы войны. Обесценение рубля, нехватка оружия, нехватка боеприпасов. Достаточно сказать, что войска, обороняющие Севастополь, потребляли почти весь порох, который производили все пороховые заводы на территории Российской империи. То есть мы не были готовы к войне такой интенсивности. Поэтому, исходя из этого, было принято решение пойти на минимальные уступки, возможные, но из войны выйти. Это были экономические причины. На поле боя англичане, не французы, тем более сардинцы или турки, собственно, никаких особых лавров не снискали. Подведу такую черту. Следующий вопрос от нашей подписчицы Ольги Смолыгиной. Расскажите, что произошло через 60 лет после окончания Крымской войны, что подвигло Российскую империю заключить тройственный союз с Англией и Францией. Александр III, чье изречение сейчас цитируют многие под лозунгом «как он был прав», почему, что толкнуло его на создание союза с нашим неуважаемым партнером? Немного путанный вопрос. Речь идет о создании Антанты, это начало 20 века, Англия, Франция, Россия, тройственный союз. Когда говорят о неуважаемом партнере, наверное, Ольга имеет в виду Англию, наверное. Давайте, как говорится, по порядку. Александр III говорил, что главные союзники России – это армия и флот. Самый известный его афоризм, говоря откровенно, мы точно не знаем, говорил ли он на самом деле, потому что единственный источник этой фразы – воспоминания его зятя, великого князя Александра Михайловича, мужа дочери Александра III. Что касается реалполитик или
в нашем случае реал, внешний политик, то надо понимать, что всегда изоляция – это плохо для страны. Всегда надо иметь систему соглашений с соседями о сотрудничестве, а лучше о союзе, чем не иметь их вовсе. Александр III решил пойти в конце XIX века, в 1890-е годы, на союз с Францией. И все, кто критиковали это решение, на самом деле ведь не считали, что надо оставаться в изоляции. Нет. Речь шла о том, что надо договариваться не с Францией, а с германскими государствами, с Германией и Австро-Венгрией. Странами, которые близки нам территориально, ментально, ну и вообще правящей династии родственники. То есть альтернативная точка зрения исходила из необходимости союза с немцами против французов и англичан. Мол, этот союз нам более выгоден. Но тут есть нюансы. Дело в том, что германская промышленность имела в России очень сильные позиции. И по большому счету мы поставляли Германии сырье. Все это имело очень нехорошие перспективы. Со временем Россия действительно могла превратиться в сырьевую полуколонию для растущего германского монстра. Царское правительство, когда форсировало индустриализацию своего рода и всячески поддерживало национальный капитал, нуждалось в большом кредите, в деньгах для развития российской промышленности. Деньги можно было брать у тех же немцев, а можно было брать деньги более дешевые у тех, у кого не было таких сильных позиций на территории империи. То есть у французских банков и у бельгийских. У французов денег было много, предоставляли они эти кредиты на очень выгодных для России условиях, поэтому вот решили так: заключить союз с Францией, брать у них дешевый кредит и инвестировать эти средства в российскую промышленность. Британия находилась примерно в схожей ситуации. Британская промышленность, знаменитая фабрика мира, начинала все более и более проигрывать немцам. Причем проигрывала не только по качеству, но и по цене. Сложно сегодня представить, но Германия выступала тогда, как Китай сегодня. Она делала товар качественный, made in Germany, но гораздо более дешевый, чем английские фабрики и заводы. И этим конкурировали. Таким образом, британцы в самый для нас, как оказалось, подходящий момент после поражения царского правительства в войне с Японией сделало предложение и России. Предложение, от которого нам не имело никакого смысла отказываться. Они весьма миролюбиво, британцы, предложили правительству Николая II заключить договор о разграничении сфер влияния в Азии. Грубо говоря, Афганистан и то, что южнее Индия, Пакистан, это английская зона влияния, современный Пакистан. Тогда это все было Индия. А Персия, современный Иран, это русская зона влияния. Обращаю ваше внимание, чья земля и чья зона влияния, чья территория Средняя Азия, даже не обсуждалось. Это все уже общепризнано юридически всеми территория Российской империи, законная. А вот Персия, куда могла идти экспансия Российской империи, отдавалась России. Решение это было непростое, потому что мы понимали, что договариваясь с англичанами и имея уже договор с французами, которые имели договор военный с Англией, мы объективно входим в потенциальную конфронтацию с германцами, тем более родственники, дядюшка Вилли. Непростое было решение, но по большому счету, а какая альтернатива? В Германии, помимо того, что это промышленный гигант и военный гигант, уже росло националистическое движение «Дранг нах Остен», что надо идти на восток, расширяться за счет восточных территорий. А там, простите, у нас граница. Никакой Польши нет. У нас граница прямая между Германией и Российской империей. Если мы с англичанами не договоримся о разделе зон влияния, тогда в случае, не дай бог, какого-то конфликта с Германией, англичане тут же нанесут нам удар в спину и вторгнутся в нашу Среднюю Азию, в наш Кавказ. То есть все планы лорда Пальмерстона вновь оживут. Хорошо бы иметь англичан хотя бы как нейтральное государство, уж лучше как союзников. Поэтому сложная история. Лучшим выходом, безусловно, было бы, чтобы во время Первой мировой войны Россия в нее не ввязалась и осталась над схваткой. Вот это было бы идеальным
политическим решением. Но, к сожалению, как показывает практика, Россия практически никогда в силу ее географического положения, в силу политических реалий, да, в общем-то, и имперских амбиций, никогда над схваткой, к сожалению, оставаться не удавалось. Если поставить вопрос шире, можно ли вообще было избежать Первой мировой войны, империалистической по Ленину, это вопрос сложный. Это вопрос, является ли история детерминированной, как утверждают марксисты, или всегда существуют множественные исторические альтернативы. Это все темы для большого, отдельного, друзья мои, серьезного разговора. Следующий вопрос. Очень интересно было бы послушать про наши оружейные заводы, талантливых оружейников 17, 18, 19 веков, которые создавали новые конструкции пушек, ружей, пистолетов. Во-первых, нужно в этом системно разбираться. Это требует узкой специализации, требует много времени. Этому надо посвящать отдельную лекцию, или, может, даже серию лекций. Ну, может быть, когда-нибудь, не знаю, мы так и сделаем. Пока не осилю. А если вам эта тема интересна, то рекомендую съездите в Тулу или зайдите в интернет на сайт замечательного музея оружия в Туле. Это, наверное, один из лучших музеев старинного оружия в мире. Когда я служил в Министерстве культуры, его реконструировали, наполняли экспозицией. Пассионарный и интересный коллектив музейщиков работает. Они очень любят это дело. Съездите недалеко, посмотрите. Вам понравится. Вы много интересного узнаете об истории нашего оружейного дела, и об истории оружия, и об истории заводов оружейных. Там вам расскажут люди, которые по-настоящему глубоко в этом разбираются. Кстати, советую взять детей. Экспозиция очень интересная, в том числе и детям. Следующий вопрос. Кто из знаменитых русских полководцев прошлого сейчас бы нам пригодился в наше время? Чей талант, чей совет был бы наиболее сейчас востребован? Друзья мои, вот мы все думаем, что было бы, если бы Суворов, Кутузов, Жуков, Рокоссовский до сегодняшней армии. Так не бывает. Я мог бы на этот вопрос ответить коротко, отшутиться, что когда родился человек, тогда и пригодился. Все они дети своего времени, но постараюсь ответить чуть-чуть поосновательнее. Если рассуждать в духе машины времени, что бы было, если кто-то из наших великих оказался сегодня во главе или в составе руководства российской армии, и чей бы совет пригодился, и кто бы был наиболее эффективен, я отвечу коротко. Никто. Все наши выдающиеся полководцы, от Скопина-Шуйского, Менщикова, Птенцов-Гнезда Петрова до суворовских чудо-богатырей, героев 812 года, Скобелева, героев Первой и Второй мировой войны. Все они были инноваторами, сторонниками современных методов войны, современной тактики для своего времени. Будучи перенесенным машиной времени в сегодняшний день, никто бы из них с советами не лез. Им всех надо было бы переучиваться. Потому что новые средства борьбы, авиация, танки, БПЛА, ядерное оружие, ракеты, новая тактика, все другое, совершенно другая война. Вопрос в другом, что заложенные нашими великими предшественниками традиции, давайте не умалять этого, вот эти традиции и сегодня продолжают жить в современной армии. Их изучают, их чтут, берегут. Еще от Петровских уставов и науки побеждать до наставлений Скобелева, до пособий по уличному бою генерала Чуйкова, тактических разработок маршалов Победы. О каких качествах исторических русских военных служилых людей можно говорить? Верность присяге, боевому знамени, флагу военно-морскому, личный пример командира в бою, забота о сохранении жизни подчиненных, взаимная выручка на поле боя, боевое братство, или, как тогда говорили, войсковое товарищество.
гуманное отношение к врагу, поверженному, к населению стран противника, к пленным. Это все традиции русской армии. Есть и более масштабные вещи. Это то, чему, кстати сказать, всегда уделяли у нас особое внимание, чему учились, чему и сегодня надо, наверное, учиться, не забывать это. Я напомню, что Суворов Александр Васильевич поначалу долгие годы служил на интендантских должностях по снабжению. Ему это потом очень помогло в реальных боевых действиях, ибо он понимал базовый принцип, понимал армию не только как место, где решается все личным героизмом, взорвать себя гранатой, окруженных врагами. Это уже когда все уже дошло до последнего момента. Нет, он понимал армию как единый, очень сложный хозяйственный механизм, где нет мелочей в снабжении, обеспечении. Понимал важность военного образования, важность отлаженной системы мобилизации и так далее, и так далее, и так далее. То есть вся система, которая точно не менее важна, чем личное мужество и героизм. Поэтому, если вы смотрели другие мои лекции о великих полководцах прошлого, Румянцеве, Потемкине, Суворове, Кутузове, Барклае де Толле, Багратионе, Паскевиче и Дибиче, Котляревском и Воронцове, Скобелеве, то вы убедитесь в том, что воинские традиции нарабатывались, укреплялись столетиями, и опыт их, опыт того, что наработали лучшие наши полководцы, их заветы по-прежнему с нами. Следующий вопрос. Это как раз уже относится к военной истории. Почему Салават Юлаев, который шел на подавление восстания Пугачева, вдруг решил поддержать мятежника? У обоих судьба была страшная, но Юлаева не решились казнить. Почему Салавату Юлаеву стоят памятники, в честь его названы города и хоккейные команды? От русских немцев перешли к русским башкирам. Честно говоря, я нигде не встречал, что Салават Юлаев шел воевать против Пугачева или командовал какими-то отрядами до присоединения к восстанию, или получал какие-то приказы на подавление восстания, не знаю. Известно, что, во-первых, он пару лет исполнял обязанности старшины в своей родной волости. Это Шайтан-Кудейская волость Сибирской дороги. В общем, Башкирия. Был он там старостой за своего отца. Пока его отец, уважаемый человек, Юлай, он Салават Юлаев, то есть Юлаев – это отчество, не фамилия. Пока его отец храбро воевал, в составе башкирской конницы участвовал в походе военном на Польшу. Потом отец вернулся, вместе, отец и сын, в какой-то момент приняли решение присоединиться к восставшему Пугачеву. Что важно, не надо думать, что было какое-то башкирское войско, которое было направлено против мятежников, и оно перешло на его сторону. Нет. Во-первых, Пугачев действовал не где-то там, далеко, а действовал прямо на территории Башкирии. Наверное, местная администрация пыталась как-то организовать башкир. Защищаться, но защищать они местные власти не особо хотели. Они как раз главным образом присоединялись к пугачевцам вместо защиты местных крепостей и заводов, но по своим собственным причинам. Участие башкир в пугачевщине было обусловлено собственными внутренними башкирскими проблемами. Во-первых, за несколько лет до пугачевщины там было подавлено крупное восстание. Подавлено жестоко. И тысячи башкир даже были вынуждены переселиться южнее на казахские земли, туда, в казахские степи. Связано это было с чем? Притеснение, произвол местных властей. Империя не всегда корректно бывало наступала на права местного населения, злоупотребляла, ограничивала местное самоуправление. Не все всегда было идеально в национально-территориальном вопросе. Башкиры плохо платили налоги. Империя решила запретить им добычу соли, обязав покупать ее в казенных магазинах. А как людям, которые живут мясом, надо же как-то хранить мясо, это же соль, консервант, как жить без соли? Не хотите платить ЕСАК, вот будете покупать соль втридорога. И мы это зачтем за уплату ЕСАКа. То есть у власти одна логика, но в результате это получилось, что не вместо налога, а ставка налога выросла в несколько раз. Недовольны были башкиры. Они стали возмущаться, у них стали забирать оружие огнестрельное. Причем в такой форме,
Если ты написал донос на соседа, что у соседа ружье, что он его не сдал, значит, ружье забиралось и отдавалось доносчику. Обижались башкиры. Ну, а потом шло отчуждение земель. Под крепости, строящиеся заводы, какие-то поселения служилых людей. Все это воспринималось местным населением, естественно, в первую очередь не бедным населением, а богатыми башкирами воспринималось как нарушение старинных вотчинных прав, дарованных еще Иваном Грозным, когда башкиры добровольно вошли в состав московского государства. Это история с тем же отцом Салавата Юлаева, старшиной Юлаем. Он когда вернулся с войны, он вернулся не просто так, а с пожалованием. Ему за верную службу, за участие в польском походе дали какую-то вотчину, какое-то земельное пожалование. А когда он приехал вступать в права собственности, знаете, как бывает, приехал квартиру получать, ордер вот, а квартира уже заселена кем-то, самозахватом. Выяснилось, что какой-то местный подрядчик, жуликоватый, захватил эту землю и уже строит там завод. Он не знал про это. Возник спор. Старшина пытался восстановить свои права через суд. Но суд оказался неправым, безуспешно. Жаловались куда-то, к жалобам не прислушивались. Вот тогда разобиженный Юлай вместе с сыном, с другими башкирами и примкнули к восстанию против несправедливости. Салават Юлаев поэтому народный герой Башкирии. Они боролись не против Санкт-Петербурга, не против императора. Они боролись, по большому счету, против притеснений и злоупотреблений местных воевод, чиновников, против несправедливости, беспредела. Те беспредельничали, думая, что там власть в Санкт-Петербурге далеко, а мы тут сами решим. В том числе поэтому. Я думаю, что никого из башкирских предводителей восстания не казнили, а большинство башкир вообще отпустили домой. Не казнили и Салавата вместе с отцом, поскольку, наверное, петербургские власти, а может быть и сама Екатерина, понимала, что тут есть нюансы, все непросто. И они уж точно ни за какого, ни за Петра Федоровича. Они скорее против неправды, ну и борясь против неправды, как всегда, тоже немало неправды учинили. В этом-то, кстати, и заключается имперская гибкость. В этом и заключается способность империи как-то приспосабливаться, исправлять ошибки. Стоят памятники Салавату Юлаеву. Есть замечательный, очень красивый памятник в центре Уфы. Прекрасно, на холме с видом на лес, раскинувшийся, реку белую. Пусть стоят. И хоккейный клуб пусть играет. Пожелаем успехов. Юлаев и отец его защищали правду, как ее понимали. Ну, а то, что он оказался в числе противников империи, не служил, как его отец, сражался с империей, это плохо. Не договорились вовремя. Ошибки надо исправлять. Только так можно двигаться вперед. Расскажите, пожалуйста, подробнее, спрашивает наш телезритель, англо-русская война начала XIX века. В полном смысле слова, конечно, это была не совсем война. То есть юридически все было по-настоящему. Посольства распущены, отозваны послы, война объявлена и были даже бои. В общем, все это на самом деле из-за Наполеона. 1807 год. Александр I и Наполеон встречаются на плоту в Тильзите. Все это так очень романтично, по-рыцарски, со взаимным уважением. И заключают так называемый Тильзитский мир. Мир крайне непопулярный в высшем русском обществе. Очень непопулярный среди наших военных, потому что, в какой-то степени мы признавали себя ущемленными, по крайней мере, морально. Хотя это был мир, где не было победителей и проигравших. Это был мир равных. Нас уговаривают присоединиться к континентальной блокаде Англии.
А, собственно, поводом к войне между Россией и Англией стала не континентальная блокада, а нападение Англии на Данию. Да-да, вы не поверите, в тот момент Дания – союзник Российской империи. Под предлогом борьбы с блокадой английский военно-морской флот, во-первых, захватил весь датский флот прямо на рейде где-то в Копенгагене, оккупировали Копенгаген и стали там всем распоряжаться. Александр I выразил решительный протест и предъявил англичанам ультиматум. Верните, пожалуйста, датчанам обратно их флот. Уматывайтесь из Копенгагена и вообще возместите все убытки. Англичане не согласились, предпочли разорвать с нами дипотношения, отозвать посольство, и была объявлена настоящая война между английской короной и российской. Воевать, честно говоря, было особо негде. У нас сухопутных границ нет. Да и, в общем-то, неохота. Англичане в свойственной им манере решили нанять для войны третью страну и обязались платить своему союзнику, Швеции, 1 миллион фунтов в год, если Швеция возьмется воевать с Россией как бы за Англию. Наполеон, узнав о том, что англичане наняли для войны шведов, написал Александру письмо со всей революционной французской прямотой, предложил, что он, в общем-то, ничего не имеет против, если Россия разгромит шведов и вообще заберет себе всю Швецию, присоединит ее к Карельской области. Такого, знаете, прямодушия даже Гитлер не допускал. Он как-то не предлагал Сталину просто так занять Финляндию. Боже упаси. Он говорил о том, что Финляндия находится в зоне политических интересов Советского Союза. А вот Наполеон прямо так подзуживал. В общем, началась война со Швецией. И во время этой войны произошло самое крупное боестолкновение наших с англичанами. Действительно, погибло несколько десятков русских моряков. Английская эскадра подошла на Балтику помочь шведам и столкнулась там с русским флотом под командованием адмирала Ханыкова или Ханыкова. Посмотрев на английскую эскадру, наш адмирал решил в бой не вступать. Еще раз скажу, никто с англичанами воевать не хотел. Формальное состояние войны было. Мы не рассматривали англичан тогда как наших ни в коей степени геополитических противников. Но не было у нас с англичанами военных ранее конфликтов. Но война есть война. Эскадра наша решила отступать. И один из наших линкоров, линейных кораблей, неожиданно сел на мель. Англичане его догнали. Завязалась перестрелка. Корабль наш сильно повредили. И командир наш по фамилии Руднев, однофамилец, а может быть даже и предок прославленного капитана Руднева с легендарного крейсера «Варяг», который врагу не сдается, спустил Андреевский флаг. То есть сдался. Флаг попал к англичанам. И, кажется, это единственный русский военно-морской флаг в коллекции британских побед. Кстати, капитан наказан не был за это. Было разбирательство. Признали, что он сделал все возможное. Как там сопротивляться? Ты сидишь на мели, тебя со всех сторон обстреливает несколько английских кораблей. А вот адмирал Ханыков был признан виновным. Наши ведь отступать не привыкли. Ни на суше, ни на море. Признали его виновным в поспешном отступлении, внимание, в кавычках, без малейших причин. Причина, что была сильная английская эскадра, это для русского моряка не причина не вступить в бой. И вообще, Ханыкову сказали, что он утратил управление. Капитаны его плохо слушались, это правда. Как-то по-дурацки потерял линейный корабль. Военный трибунал разжаловал адмирала в матросы. Дальше он должен был до конца жизни служить матросом на корабле. Но император Александр I заменил наказание просто увольнением с военной службы, как было написано, ради из-за долгой, беспорочной службы. Тут же родилась масса историй и анекдотов. С какой стати этого адмирала Ханыкова вдруг император простил, помиловал, отменив решение военного суда? Пошел слух, что все из-за английского портера. Что такое портер?
Портер – это английское пиво. Темное, типа Гиннесса. Темное и крепкое. Оно тогда было очень популярно. Портер – это вообще грузчик. По-английски грузчик портовый. Поэтому, наверное, в свое время зарождалась популярность этого пива где-то в английских портах. В общем, моряки этот крепкий напиток любили. И вот этот фирменный английский портер был в России популярен. Поставлялся в бочках, в бутылках, по-разному. И, как считают некоторые историки, император Александр I очень портер любил. А после начала континентальной блокады поставки портера прекратились. Адмирал же Ханыков по совместительству был еще и комендантом Кронштадта. И вот как-то к нему в Кронштадт Александр I заехал пообедать. Зная, что Александр является большим любителем английского портера, которого в России быть не могло после континентальной блокады, разве что как контрабанда, Ханыков сказал своему камердинеру в присутствии государя: «Голубчик, когда мы с тобой последний раз были в Англии, должно быть, там осталась какая-нибудь одна бутылочка. Там в углу с левой стороны в погребе посмотри, поищи и принеси». Нашлась бутылочка. Потом в следующий раз Александр еще раз заехал проведать коменданта Кронштадта. И опять повторилось то же самое. Потом в третий раз нашлась бутылочка. Александр I не выдержал и спросил: «А это точно последняя бутылка?» Ханыков ответил уклончиво: «Не знаю, надобно поискать». Одним словом, после присоединения России к континентальной блокаде император довольно часто стал обедать у коменданта Кронштадта. Вот такая была легенда. Простил из-за портера. Хотя на самом деле, я думаю, все объясняется гораздо проще. Дело не в контрабандном английском пиве. Дело в том, что просто Ханыков был заслуженным ветераном. Было ему уже к тому моменту, считайте, под 70. Чего обижать старика? Всю жизнь в строю. Его пожизненно в матросы. Нехорошо. Пожалел его Александр. Но в ходе той русско-английской войны было и немало других боестолкновений. Как-то раз английский фрегат, большой корабль, 50 пушек, пиратским образом, то есть обманом, спустив флаги и введя таким образом в заблуждение командира русского катера. Что такое катер? Катер – это не на моторе, не путайте. Катером тогда называли одномачтовое парусно-гребное судно, маленькое, всего 14 пушек. Поэтому командовал таким маленьким катером, таким маленьким судном не капитан даже, а просто лейтенант. Лейтенанта фамилия была Невельской. Вот не знаю, может быть, родственник, а может быть, предок тому самому Невельского. Надо, как говорится, покопаться. Род этот старинный, морской. И вообще у моряков в части были такие долгие династии. Лазаревы, Чичаговы, Синявины. Может быть, и Невельской оттуда же. И вот, спустив флаги, английский фрегат подобрался вплотную к нашему катеру и резко, в последний момент, потребовал сдаться. Дальше что делать? Прямо перед тобой фрегат огромный, который тебя просто в щепки разнесет одним удачным залпом. Но русские в данном случае не сдались, а приняли бой. Бой, не поверите, этого крошечного катера с фрегатом продолжался 4 часа. То есть 4 часа наши маневрировали, уходили от обстрела, отстреливались. Только после того, как наш катер дал сильную течь и вообще потерял любую возможность передвигаться, потеряв все паруса, англичане смогли на него высадиться, захватить, взяли в плен тяжелораненого Невельского и потребовали от Невельского, как принято было с захваченными кораблями, чтобы он дал команду своим матросам спустить Андреевский стяг и отдать его англичанам. Невельской отказался. Сказал, что такую команду не даст. Англичане кинулись сами, но не смогли стяг снять. Дело в том, что Андреевский флаг был закреплен на корме, и не просто закреплен, а как-то так сильно прикручен, что его оторвать было совершенно невозможно. Пришлось кинжалом просто разрезали. История умалчивает, что случилось с нашим неспущенным Андреевским стягом. В конце концов, англичане всю нашу команду, но тех, кто остался в живых, даже не взяли в плен, а в ближайшем порту высадили, сказав, что вот отпускаем вас всех на свободу из уважения к вашему мужеству.
Сам катер, конечно, утащили в Англию, потом, наверное, починили и продали. Англосаксы – народ хозяйственный. Александр I очень красиво наградил молодого лейтенанта Невельского, всего лишь лейтенант флота, младший офицер. Он повелел, чтобы в будущем никогда не назначали кому-то на корабль под чужое командование, а только командовать собственным судном. Вот так он рос в чинах и рос в кораблях, всегда будучи с того момента только капитаном. Флаг капитан не спускает. Еще один интересный эпизод этой войны – Лиссабонская блокада. Наш прославленный адмирал Синявин, победитель турок, французов, один из многочисленных Синявиных в военно-морском семействе, оказался в Лиссабоне во главе небольшой русской эскадры, запертый. Но у него была альтернатива – сжечь свои корабли, принять неравный бой и наверняка потерпеть тяжелое поражение. Ну, а поскольку, я же не случайно сказал, что этот Тильзитский мир был очень непопулярен, воевать с англичанами мы не хотели. И самое главное, все понимали, что это какая-то временная история, что неизбежно с англичанами-то мы скоро помиримся. А вот воевать придется с Наполеоном, с французами. Синявин договорился с англичанами уникальным образом. Он флот им сдал на хранение. То есть было подписано обязательство, что как только война закончится, весь флот целиком вернется России. Таким образом, флот сохранил формальные указания, которые ему слали из Петербурга, что в подобных обстоятельствах надо непременно сражаться, сжигать и так далее, не выполнил. Но сохранил жизни моряков от бессмысленной совершенно бойни с тем противником, который нам, в общем, стратегически не противник. И самое главное, сохранил в российской собственности все военные корабли. Война с Англией прекратилась сразу же, как только Наполеон напал на Россию. Моментально было подписано перемирие, и Англия стала нашей союзницей против Франции. Естественно, все корабли сразу вернула. Кстати, не должно складываться впечатление, что во всех этих морских боях с англичанами прямо либо косвенно верх одерживали англичане. Нет, всегда было по-разному. Был вот интересный случай. В 1811 году, когда русские захватили английский корабль, небольшое военно-морское судно, но захватили его таким, знаете, очень необычным, истинно русским образом. Как-то раз наш кавалерийский патруль где-то на побережье современной Эстонии заметил вдалеке идущее к берегу судно. Была сильная непогода, и наши решили, что это просто торговый корабль, который терпит бедствие. Надо как-то ребятам помочь. Кавалеристы спешились, взяли еще несколько крестьян вместе с лодками, ну, крестьяне, рыбаки, эстонцы, из соседнего хутора, и поплыли на шлюпках помогать спасать этих несчастных торговцев. Оказалось, что корабль военный, капер, корабль английский, и, в общем, обратно вернулись только крестьяне, причем, как было отмечено в донесении, все при этом были поранены. А всех солдат, которые поплыли спасать кавалеристов, англичане просто взяли в плен. Когда старший офицер на берегу, это был некий штаб-ротмистр Уланского полка Бородзич, я имя не нашел, когда этот штаб-ротмистр узнал, что несколько его подчиненных кавалеристов предательским образом, практически по-пиратски англичанами захвачены, он развил бурную деятельность. Нашел в этой деревне эстонской еще несколько лодок, посадил туда своих улан и ночью поплыл к кораблю. Из-за сильного ветра, ночь, непогода, англичане находились довольно близко к берегу, видимо, боялись, что корабль несет на якоре. И тут появляются наши на лодках, уланы. Они окружили корабль, ни разу не моряки, и стали палить по кораблю все, что у них там было. Ну, может, ружья какие-то, револьверы, пистолеты. Англичане такой ночной пальбы не выдержали и выкинули белый флаг, сдались. Хотя, как выяснилось впоследствии, ни один англичанин был не то что не убит, и даже не ранен. Как там попасть? Ночь, шторм, страшно. Захватили наше судно, захватили всю команду, своих освободили.
Среди англичан оказались, кстати, еще какие-то пленные шведы, какой-то негр один. Выяснилось, что это действительно каперское, пиратское английское судно, которое по лицензии королевской совершает нападение на русские торговые суда. О происшествии местный начальник береговой охраны, который отвечал за пресечение деятельности разного рода контрабандистов и каперов, некий подполковник Геринг, дал же Бог русскому офицеру такую фамилию, проинформировал наверх. Рапорт дошел до самого Барклая де Толли, военного министра. Военный министр, видимо, очень развеселившись тем, как несколько эстонских шлюпок с нашими уланами захватили английский капер, распорядился Бороздича повысить в звании, дать ему чин ротмистра, корабль пиратский продать на аукционе, а все деньги разделить между участниками операции по захвату судна, причем даже среди крестьян. Об этом узнал губернатор Ревеля, принц Ольденбургский. И он обратился через голову Барклая де Толли к царю. Почему деньги раздать каким-то уланам и крестьянам? А где моя доля в добыче? Я все-таки местный начальник. Дело в том, что по морскому уставу высшее командование, даже находясь на берегу и не участвуя ни в каких боях, формально тоже считалось участником всех викторий и должно было участвовать законно в дележе добычи. Александр I удивился жадности принца Ольденбургского и высочайше утвердил решение министра Барклая. Деньги отдать только тем, кто непосредственно участвовал в абордажном деле. Я не знаю, честно говоря, насколько дорого стоило это судно. Там, наверное, было и судно, и добыча какая-то, накопленная пиратами. Много всего. В итоге, когда все поделили в пропорции с коэффициентом трудового участия, каждому солдату и крестьянину досталось по 114 рублей. Это, между прочим, друзья мои, жалование солдата-рекрута за 10 лет. Так ни много ни мало. А ротмистру вообще досталась сумма астрономическая – 10 тысяч ассигнациями. Тут бы и сказочки конец счастливый. Хэппи-энд получился половинчатый, потому что военная бюрократия, случай нестандартный, сумма большая. Тогда это называлось призовые деньги. Пока шла переписка между Ревелем, штабами, военным министерством, жалобы коменданта Ревеля, началась война с французами. И когда это решение было окончательно утверждено, прошло 2 года. В войне с французами погибла половина участников того лихого кавалерийского абордажа. Из 43 солдат и офицеров уцелело только 20. В том числе погиб и главный герой, ротмистр Бородзич. Он погиб в первые же дни в кавалерийской сшибке с французами, где-то под Витебском. К чести России надо сказать, что все-таки деньги государство не присвоило. Все деньги убитых солдат были отправлены их семьям. В казне не остались. Еще любопытная история, так чтобы сравнить военно-морскую бюрократию российскую и британскую. И понять, что все бюрократии, в принципе, примерно одинаковы. И наша еще, может быть, и не самая худшая. Расскажу вам еще один интересный случай по поводу выплаты военного жалования, который случился с нашим солдатом. История знает его фамилию, имя неизвестно. Речь идет о судьбе русского солдата Трофимова. Судьбы у нас такие бывают. Простого солдата. Опять же, снимай кино. Он попал во вражеский плен. Это те же самые времена, начала XIX века. Как попал, история умалчивает. Может быть, под Аустерлицем. Сотни русских пленных после Аустерлица, оказавшись во французском плену, их заставили просто служить во французской армии. Конечно, против русских они не воевали, но их всех насильно в солдаты и в Испанию, так сказать, подальше, чтобы к себе домой не сбежали. И вот каким-то образом этот солдат Трофимов сначала оказался во французской армии, а оттуда попал в плен к англичанам. То ли он от французов сбежал, то ли захватили его, непонятно. Дальше он оказался в английской армии. Английская армия все-таки наши союзники, воевать за англичан не так обидно. И в английской армии он воевал 5 лет, сражаясь против Наполеона в составе какого-то егерского полка. Когда все войны закончились, уже в 1815 году его наконец-то отпустили,
Посадили на корабль и отправили домой в Кронштадт. Все, мол, гудбай. Демобилизация. Приехал в Россию с документами, красивым, на хорошей бумаге, английским паспортом, в котором в высокопарных выражениях по-английски заявлялось, что егерю Трофимову дана из британской армии отставка, и всем британским чиновникам предписывалось оказывать ему полное содействие в возвращении на родину. Но самое главное, поскольку егерь Трофимов в британской короне служил, как было написано, честно и верно, ему полагалась награда. Отпускные, что ли? Или микропенсия. 1 фунт и 8 шиллингов. Это сегодня, друзья мои, фунт 8 шиллингов, это в метро в Лондоне проехать. Не знаю, хватит ли. А тогда фунт 8 шиллингов – это 35 рублей. Это, в общем, приличные деньги для солдата рядового. По прибытию в Россию Трофимов предъявляет этот паспорт нашим чиновникам, которые, в общем-то, не по злому поинтересовались. Тут написано, что деньги тебе английские дали, а деньги где? Валюта, может, поменяешь. Какие деньги, спросил Трофимов. Я денег никаких в глаза не видел, дали только бумагу. А что в нем по-английски написано, я не знаю. Мне не рассказали. Просто предложили эту бумагу всем англичанам и вообще всем чиновникам в портах показывать. Они люди грамотные, разберутся и помогут. В общем, невозможно это себе представить. Но дело рядового Трофимова, у которого паспорт английский есть, бумага на наградные есть, а денег нет, дошло аж до самого министра иностранных дел Ниссельроде. Ниссельроде предписал нашему послу в Англии выяснить, где деньги, почему рядового лишили его наградных, где 1 фунт и 8 шиллингов русскому солдату, который 5 лет, понимаешь, за англичан кровь проливал. Англичане отморозились совершенно. Министр иностранных дел Великобритании Карсли заявил русскому послу, что провел тщательнейшее расследование, что в егерском полку обнаружена финансовая книга, в которой напротив фамилии Трофимова стоит крестик. Ну, крестик, потому что солдат безграмотный. А если крестик стоит, значит, данный праве Трофимов деньги не только взял, но и расписался по закону в их получении. Об этом под присягой засвидетельствовал некий сержант Стил. Мол, русский солдат лжет. К сожалению, когда этот ответ из Англии через 2 года пришел на родину, Трофимов к этому моменту то ли уехал куда-то, то ли умер. Не обнаружили Трофимова, все это заглохло. Раздувать скандал не стали, да и самого Трофимова нет. Молчаливо закончилось тем, что Трофимов ничего не получил. Вроде бы как сказал неправду. А я, честно говоря, думаю, что деньги прикарманил британский сержант Стил. Видит русский неграмотный, поставил за него крестик в книге расходов, почти 1,5 фунта себе. Знал ведь, что Трофимов сейчас сядет на корабль и никогда обратно не вернется. Вот такая, мол, история. Ничем английская бюрократия, поверьте мне, не лучше российской. Следующий вопрос. Тоже вопрос любопытный. С удивлением прочитал, что в 1799 году Россия объявила войну Испании. Что это было? Это, друзья мои, исторический курьез. Странная война. Война была, а вот тут, в отличие от войны предыдущей с англичанами, где хоть какие-то были где-то на краях боестолкновения, вообще никаких боевых действий не велось. Там войну объявила не Испания, Россия, а наоборот, Павел I объявил войну Испании. Наш государь-император, точно как барон Мюнхгаузен в известном кино, который объявлял войну Англии. Причина – Мальтийский орден. Когда мальтийские рыцари перебрались в Россию, спасаясь от Наполеона, который таким же пиратским способом захватил нашу Мальту, которую мы считали почти что нашей губернией, они провозгласили Павла своим великим магистром. И вот король Испании Карл IV, этакий невежа, отказался признать новый титул российского императора. Павел I воспринял это как личное оскорбление и, недолго думая, объявил Испании войну. Испанский король в ответ тоже объявил войну России. Причем в каком-то довольно ерническом тоне. Было написано следующее, кавычки.
Среди других особо желает выделиться Россия. Это императорский указ испанский. Император, который, недовольный тем, что присвоенный им титул не соответствует ему, а высказанные намерения на этот раз не нашли сочувствия с моей стороны, издал декрет об объявлении войны, публикация которого уже достаточно для осознания глубины его неразумности. По-простому выражаясь, чуть ли не дураком Павла I назвал. В общем, я с трудом себе представляю, если бы с этим декретом так внимательно Павел I ознакомился, чем бы это все могло закончиться, если бы России и Испании было где воевать. Но воевать нам было негде. Совершенно. В общем, честно говоря, и незачем. Было у этой войны одно такое единственное позитивное последствие. Поскольку мы все-таки немножко опасались нападения испанцев, напасть они могли только на наши владения в Америке, то есть на Форт Росс, в Калифорнии и прочее, Павел именно тогда решил создать объединенную, единую российско-американскую компанию, поставив под ее контроль все открытые до этого и колонизируемые нами в Америке земли. Для развития русско-американской компании и развития Русской Америки вот эта ненастоящая война, можно сказать, бюрократически пошла в плюс. Вскоре уже не прошло и полгода, как Павел резко изменил внешнеполитический курс Российской империи, выгнал из России послов Англии и Австрии, которые предатели не по-настоящему помогали Суворову в Альпийском походе, вообще вели себя недостойно. И стало понятно, что какая там война с Испанией. Нонсенс это все. Но формально война продолжалась до самого воцарения Александра I, при котором так без единого выстрела и закончилась, не начавшись. Все бы войны были такие. Не всегда так получается, к сожалению. Следующий вопрос. Елена Венатовская. Я бы сказал, здесь два вопроса я объединю. Почему Наполеон пошел на Москву, ведь столицей тогда был Санкт-Петербург? Это вопрос от Елены. И вот еще вопрос от другой нашей телезрительницы. Расскажите о Витгенштейне, который фактически спас Петербург. Нет, это не от телезрительницы, это вопрос, не поверите, от Михаила Юрьевича Лермонтова, нашего старого телезрителя. Он известный человек, троюродный, по-моему, праправнук как раз того самого Михаила Юрьевича Лермонтова, которого так ценил генерал Ермолов. Вопрос, расскажите о Витгенштейне. Мы со школьных уроков помним слова, которые приписываются Наполеону. Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги. Если я возьму Петербург, я возьму его за голову. А заняв Москву, я поражу ее в самое сердце. Говорил Бонапарт это на самом деле или нет, мы не знаем. Как и многие великие цитаты, приписываемые великим. Знаете, что такое афоризм? Я люблю повторять. Афоризм – это великая мысль, яркая, образная, сказанная великим человеком после смерти. Таких приписанных мыслей немало. Чемпионом здесь является, безусловно, Черчилль, Наполеон и наша Фаина Раневская. Но в любом случае, правда то, что Наполеон не пошел ни на Киев, ни на Санкт-Петербург, а пошел на Москву. А точнее, ему пришлось идти на Москву, приняв это решение под давлением обстоятельств. Начиная войну, Наполеон Бонапарт вообще не собирался захватывать ни Москву, ни Петербург. Перед ним стояла русская армия, точнее, несколько русских армий. И он собирался их разгромить по очереди в приграничных сражениях, после чего был убежден, что Александр согласится на его условия мира, то есть, по сути, войдет в наполеоновскую политическую сферу политического полувассалитета союзнического, самое главное, по-настоящему присоединиться к континентальной блокаде против Англии. То есть, завоевывать Россию в смысле военной оккупации у Наполеона, конечно, не было никаких планов, был реалистом. Но все пошло не так. Все пошло не по плану. Оценив обстановку на театре как весьма выгодную, наши армии были растянуты на 600 километров, а у Наполеона не просто было большое численное превосходство, он еще держал все свои силы в кулаке. Он двинулся сначала на захват Вильна, чтобы не допустить соединения Барклая и Багратиона, главных наших армий. Далее Барклай стал неожиданно отступать. Наши войска ушли из Дрисского лагеря,
умелые действия наших арьергардов. Ну, в общем, все это заставило преследовать русскую армию аж до Смоленска, где Барклай и Багратион к расстройству Наполеона все-таки соединились. Это в условиях того времени было невероятно тяжело, потому что армия Наполеона делала все, чтобы вбить клин, чтобы не дать нашим войскам соединиться, нашим армиям. Они соединились. Но навязать генеральное сражение даже объединенным армиям Наполеон не смог. Барклай опять пошел против всех, хотя, в общем, честно говоря, большинство русских генералов было за сражение у стен Смоленска с Бонапартом. Но Барклай пошел против всех и увел армию еще дальше на восток, в сторону Москвы по Смоленской дороге. Таким образом, наши успешные оборонительные действия не позволили Наполеону, во-первых, реализовать сразу свой огромный численный перевес. Чем дальше он двигался на восток, тем силы Наполеона, естественно, таяли. Он оставлял гарнизоны, солдаты отставали из-за болезней, но потом постоянные были сражения, поэтому, опять же, убитые, раненые, пленные. Коммуникации растянуты, плюс партизанская война. И, в общем, в конце концов, Бонапарт стал заложником ситуации. Повернуть назад – это расписаться перед всей Европой, перед союзниками своими многочисленными, что он коса нашла на камень, что у него ничего не вышло, что он проиграл кампанию. Значит, повернуть назад Бонапарт не может из политических соображений. Что делать? Вы видите, дорогие друзья, что мы с вами переместились из нашей телевизионной студии в музей, где много замечательных, очень ценных старинных экспонатов. Поэтому я не рискнул их все брать с собой на телевидение. Кое-что, относящееся к теме наших вопросов и ответов, я вам покажу. А именно вот эту вот замечательнейшую вещь. Шлем тяжелой кавалерии. Напоминает что-то античное, как у древнеримских, особенно древнегреческих героев. Помните? Это каска нижних чинов гвардейской тяжелой кавалерии начала XIX века. В Отечественной войне 1812 года в заграничных походах русской армии принимали участие 3 гвардейских полка тяжелой кавалерии. Кавалергардские, помним с вами, да, кавалергардов век недолг, атака кавалергардов самоубийственная и отчаянно храбрая под Аустерлицем. Второй лейб-гвардии конны, это тот самый, который атаковал стоящих в каре мятежников во время декабрьского восстания 1825 года на Сенатской площади. Ну и лейб-гвардии драгунские. Вот 3 полка тяжелой кавалерии. Они все вместе ходили в сокрушительные атаки при Бородино, Тарутино, Малоярославце. На Березине сражались в битве народов под Лейпцигом, штурмовали и триумфально входили в Париж. Свидетелями и участниками этих событий 100% была и эта каска нижних чинов, рядовых, это не офицерская, гвардейской тяжелой кавалерии. Изготавливались каски из толстой кожи. Это кожа, это не металл. Металлический налобник. На налобнике эмблема ордена Андрея Первозванного. Вот интересная вот эта вещь. Гребень из натурального конского очень жесткого волоса. Помимо красоты, моды на ампиры, опять же, неких ассоциаций с античными древними героями, предполагалось, что этот гребень немного и защищает, если рубить сверху саблей. Ребро жесткости держит удар, плюс соскальзывает металл. Ну, безусловно, это лучше, чем по голове. Это точно. Такие каски были элементами парадной формы наших кавалеристов вплоть до революции 17 года. И именно в таких касках
лейб-гвардии конный полк атаковал как раз каре декабристов на Сенатской площади. Поставлю эту бесценную вещь на место. Приходите в музей, вам много чего интересного покажут и расскажут еще из этой эпохи. Но вообще гораздо интереснее и подробнее о том, почему Наполеон пошел на Москву, а не на Питер, не на Киев, не на Харьков, не на Одессу. Вам надо прочитать у Тарля прекрасная серия его работ, объединенных общей темой 812 год. Глубоко и, самое главное, ярким, интересным языком. Я всячески это вам рекомендую. Кроме этого, роман Мережковского – это замечательнейший русский исторический писатель. Дмитрий Мережковский вообще чемпион. Он 10 раз, так, вы не ослышались, 10 раз выдвигался на Нобелевскую премию по литературе. Нас всегда не любили. Премии его обошли. Точно так же, как обошли Льва Толстого. Так вот, роман Мережковского «Александр I» и серия исторических очерков. Роман в серии литературной критики прошлого. Автор – замечательный историк, профессор МГУ Дмитрий Гутнов. Ну, а также приложение в этой книге Николай Шильдер. Это русский военный деятель, генерал-лейтенант, специализировался как раз на биографиях наших императоров. Николай Шильдер, император Александр I, жизнь и царствование. И очень любопытные исторические мемуары об Александре и его дворе. Фрейлины, супруги императора Александра I, полячки, Жуазель, Гуфье, Софии. И вот основные силы Наполеона шли на Москву, но на Петербург все равно Наполеон наступал. Про это надо помнить. После отхода первой армии к Смоленску Барклай оставил прикрывать Петербург корпус того самого Витгенштейна. А Наполеон против Витгенштейна выдвинул 2 корпуса. То есть там по-разному считается, примерно в 2,5 раза большей численности 2 своих корпуса. Что получилось в результате? Главные силы свои Наполеон ослабил. Примерно 60 тысяч штыков. Далее корпус Витгенштейна стал грамотно действовать, маневрировать. И все это не позволило французам и пруссакам, там был еще прусский корпус за Наполеона, двигаться к Петербургу беспрепятственно. Несколько сражений. Витгенштейн действовал успешно. Продвинуться вперед наполеоновские войска не смогли. Так Витгенштейн получил славу спасителя Петербурга. Насколько эта слава обоснована? И пару слов о самом Петре Витгенштейне. Начну со следующего. В лекции о генерале Ермолове рассказывал вам, что когда Александр I спросил Ермолова, чем его наградить, то Ермолов прилюдно пошутил на грани дерзости, отвечая на вопрос государя: «Государь, пожалуйте меня немцам». Эта острота потом передавалась из уст в уста. Почему на тот момент это казалось так дерзко и смешно? Потому что русские офицеры, все как один, были убеждены, что быть немцем, Витгенштейном, Барклаем де Толли, Бенкендорфом, мало ли их было на русской службе, Винсент-Героди, много-много-много немецких офицеров. У них такое землячество у немцев, они друг другу помогают, царь их любит, и возможности продвинуться по службе у немца гораздо больше, чем у прирожденного русака, такого как Ермолов или Платов. Витгенштейн, конечно, никакой был не немец. Это был, выражаясь нашим современным языком, настоящий русский немец. По паспорту, по документам Петр Людвиг Адольф, все его звали Петр Христианович, иногда и Петр Петрович. Родился он в Переяславле, где одноименная Переяславская Рада. Честный рубака, всю жизнь на русской службе военной, участник всех войн, с Персией, с Турцией, Францией, со Швецией. Так что, когда к 812 году он стал командиром корпуса, честно, заслужил. Семья богатая, а к концу жизни вообще стал одним из богатейших людей империи. Даже не буду вам называть, сколько было крепостных у семьи Витгенштейна, чтобы не прослыть германофобом. Звездный час Петра Витгенштейна – это действительно 812 год. Это как раз его действия против французских и прусских
наполеоновских корпусов, в первую очередь против маршала Удино, которого он атаковал и отбросил в районе современной Витебской области под Клястицами, прикрывая направление к Петербургу. В общем, действовал удачно и против Удино, против Макдональда, сковывал их действия, ничего полезного сделать они не смогли, к Петербургу не прорвались. Тут еще психология, вот как раз битва под Клястицами в Витебской области. Это была первая большая настоящая победа над наполеоновской армией наших в 812 году. С психологической точки зрения это было очень важно. Александр I чувствовал это. Он хорошим был психологом, он всячески повелел превозносить эту победу в Петербурге. Наполеон еще был на территории России, а Витгенштейна уже чествовали как защитника Петербурга, защитника Петрополя, как тогда называли. Пожаловал ему Георгия второй степени, высочайшая награда. Понятно, что для поднятия офицерского военного духа, мол, сражайтесь, старайтесь. Барклай вот Георгия второй степени получил только за Бородино. Сколько раз он там чуть не погиб. Так либо иначе, Витгенштейн французов в Петербург не пропустил. Потом служил, потом воевал с разной степенью успеха. Иногда его называли, что слава его раздута. Ну, слушайте, осуждать легко. Вот вы, как говорится, останьтесь с одним корпусом против двух французских маршалов, генералов наполеоновских, и защищайтесь. И посмотрим, насколько ваша слава будет раздутой. Получится? Молодцы. А мы давайте вернемся в нашу военную историю чуть пораньше. И вот вопрос еще от нашего телезрителя по поводу Лермонтова и Ермолова. Вот. Предыдущий вопрос был очень сложный, а этот вопрос простой. Почему Ермолов так ценил Лермонтова? Из экскурсии в Пятигорске нам рассказали, что он пришел в негодование, когда узнал, что Лермонтов был убит на дуэли. Наверное, они были друзьями, или Ермолов ценил его как военного. Вот друзьями и приятелями Лермонтов и Ермолов быть не могли не просто потому, что они совершенно разного социального статуса, общественного положения, но и потому, что их разделяют поколения. Я напомню, что Алексей Петрович Ермолов был проконсулом Кавказа с 1816 по 27 год. А Лермонтов служил на Кавказе много лет спустя, с 1838. Есть предположение у литературоведов, что Лермонтов и Ермолов один раз могли встречаться, когда Лермонтов якобы в Москве по пути на Кавказ или с Кавказа завозил Ермолову какое-то письмо от его корреспондента, но, честно говоря, никаких точных данных по этому поводу нет, и, может быть, и не встречались, может быть, оставил письмо в приемной, передал через камердинера. Но вот что правда, то правда. Действительно, Ермолов гневно отреагировал на известие о смерти Лермонтова. Он заочно о Лермонтове был, естественно, прекрасно извещен и, безусловно, читал его стихи и произведения. Вот что писал Ермолов. «Уж я бы не спустил этому...» Троеточие. Мартынов имеется в виду. «Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его. Там есть такие дела, что можно послать, да вынувшись часы считать, через сколько времени посланного не будет в живых. Можно позволить убить всякого, будь то вельможа, знатный. Таких завтра будет много. А вот таких людей, как Лермонтов, гениальных поэтов, не скоро дождешься». Ну, не особо человеколюбивый взгляд у генерала Ермолова, но уважительный. Почему? Почему Ермолов так относился к Лермонтову? Ну, напрашивается ответ, потому что Ермолов был образованный человек и любил людей образованных, любил поэтов, литераторов. Это само собой. Но, наверное, ему еще больше всего нравилось то, что Лермонтов был не только гениальным поэтом, он был еще и храбрым офицером и настоящим кавказцем. Почитайте Лермонтова, что такое кавказец. Это особый тип русского офицера, который много лет служит на Кавказе. Особые отношения между офицерами, особые отношения с солдатами. Это боевые офицеры. Это как афганцы, братство афганское у нас после войны в Афганистане. На страницах своих сочинений Лермонтов всегда подчеркнуто уважительно, опять же, литературоведы отмечают это, относился к Ермолову. Ермолов в тот момент опальный генерал, прославлять его впрямую не допускалось. Но он передавал
романтизированное отношение настоящих кавказцев, настоящих военных к Ермолову, для которых он оставался легендарным командиром, под командованием которого они одерживали победы. Ермолов заботился о солдатах. Он видел в простом солдате, в младшем офицере, в первую очередь, человека. И, конечно, такая ностальгия по великому командиру у Лермонтова была. Поэтому, наверное, это Ермолову было приятно. И он ценил своего молодого и талантливого кавказского товарища, собрата по оружию. Ну и какой рассказ, дорогие друзья, о нашей армии, о военной истории, об офицерах может быть без упоминания и демонстрации вот этого замечательного предмета, которому сильно больше 200 лет. Это офицерский нагрудный знак, носили его вот так, на груди, именуемый еще сокращенно горжет. Представляете себе, как выглядел рыцарь? Помимо шлема, естественно, закрывающего лицо, и всего закованного в металл, у него обязательно был высокий воротник у рыцаря, который закрывал горло от удара лезвием, от арбалетного болта, от копья. Вот это высокое горло, переходящее, собственно, в шлем, у рыцаря называлось горжет. Со временем эпоха рыцарей закончилась, но дух рыцаря сохранялся в офицерах европейских армий. И как воспоминание о рыцарских временах, европейские офицеры, а вслед за ним и наши офицеры, начиная с Петра I, начали носить на груди вот эти горжеты. Они, кстати, были металлическими, и чисто теоретически могли тоже нести какую-то небольшую защитную функцию. Но главная задача горжета, офицерского нагрудного знака, была другой. По нему солдат рядовой, и не всегда особо грамотный, мог сразу определить, кто перед ним. Потому что горжет, он металлический, а на нем золотая эмблема. Это не просто так. Это конкретное звание. А мог быть еще золотой ободок. А мог быть полностью он позолоченной краской покрашенный. Это все разные чины. Горжеты соответствующие носили в XVIII веке, как говорят, самые разные офицеры. Позже, уже в XIX веке, только обер-офицеры, до капитана включительно. Соответственно, солдат видел, как обратиться. Ваше благородие, госпожа удача, или ваше высокоблагородие, его превосходительство, тем паче его высокопревосходительство, которое солдат мог увидеть только издалека. Из строя генералы, понятное дело, горжетов не носили. Там дальше уже начинались эполеты с бахромой. И, кстати сказать, тоже все было осмысленно. Пока не было понятных погон со звездочками, и вид эполетов, и наличие отсутствия бахромы, и даже толщина и длина этой бахромы тоже соответствовала определенным чинам. И тоже подсказывала нижним чинам, и всем, собственно, кто перед ними. Генерал, полковник, или просто поручик, как, например, Михаил Юрьевич Лермонтов. С эполетами, но без бахромы. А тут, пока я вам всю эту историю рассказываю, мне научный руководитель Музея военной формы делает страшные знаки из-за камеры, поясняя, что этот горжет не простой, а гвардейский. И это горжет офицера 3-го гвардейского полка в нашей истории, Измайловского. Поэтому такой замечательный золотой герб. Поэтому здесь чистое поле, нет никаких надписей. А у преображенцев и семеновцев обязательно были даты Нарвской баталии, собственно, с которой слава наших первых гвардейских полков и началась. И, конечно, гвардейцы никакой не желтой краской красили свои горжеты. Все было по-настоящему серебряной, либо золоченой. Тем паче, что горжет был полковым имуществом. И поэтому, если что с офицером случится, то он не в семью отправлялся. А далее чинился и передавался следующему офицеру. Работа была опасной. Учит чему-то история общества? Учит она чему-то власть имущих? Или все циклично? И общество обречено наступать на одни и те же грабли. Помним мы все знаменитую фразу Ключевского. История не учительница, а надзирательница. Она не учит, но наказывает за незнание уроков. Тут мысль, на самом деле, очень важная.
Трудно ожидать, что общество в целом будет извлекать из истории какие-то уроки, анализировать, обобщать, размышлять. Не надо слишком многого ожидать от простых людей. Тут для людей в целом важна другая функция истории, другое значение в сохранении исторической памяти, в том, что история дает примеры для различения хорошего, плохого, героев и предателей. Тут важна воспитательная функция, воспитание молодежи в первую очередь. Это для широкой публики. А, собственно, знание истории и ее осмысление необходимы прежде всего для тех, кто находится у власти, для власть придержащих, для тех, кто реально хочет развивать страну, для ее образованного класса. Потому что только те, кто реально озабочены будущим страны, должны понимать, насколько важно усваивать и исторические уроки. Не надо думать, что в России с этим плохо, как может кому-то показаться. Если бы наша власть из раза в раз только и делала, что наступала на исторические грабли, поверьте мне, история нашей страны давно бы уже закончилась, и не было бы никакой России. Нам 1000 лет. Мы вторая страна по продолжительности непрерывного суверенитета после Англии. И наступая мы на одни и те же грабли, страны бы нашей давным-давно бы уже не было. Проблема тут в другом. Ведь история не циклична. Она не повторяется. А если повторяется, то очень и очень по-разному, по-другому. На каждом новом этапе развития руководству страны и ее политическому классу требуется не просто учитывать исторический опыт и, исходя из него, принимать правильное решение. Конечно, нет. Каждый раз новые вызовы, новые угрозы, новое время, новые обстоятельства. Обстоятельства уникальные. И тут никакой опыт, поверьте мне, ни Ивана Грозного, ни Екатерины, ни Петра, ни Ленина, Сталина, ничто это впрямую не работает. Нужно оценивать ту ситуацию, которая есть сейчас, современные обстоятельства. Надо все время находить баланс между тем, что происходит внутри, тем, что происходит вовне. Нужно уметь находить баланс между реальной оценкой современных обстоятельств, подходить к этому творчески, скажем, инновационно, и при этом учитывать исторический опыт. Только вот в этом залог успешного выживания и развития в современном мире. Поэтому от политического класса, от руководства всегда требуется умение мыслить современно, не шаблонно, практично, но, конечно, и знать историю. Знать историю тоже очень полезно. Без этого никак. И я желаю вам знать и любить российскую историю, понимать ее, чувствовать, осмыслять. У нас большая команда ученых, которая работает над учебниками истории для наших школьников. То задачу мы ставим перед этой командой, в общем-то, понятную, но непростую. Мы не должны зазубривать даты, зазубривать имена, пытаться впихнуть в школьника какое-то изобилие цифр, фактов, дат, таблиц. Нет, он должен понимать, конечно, костяк исторический, хронологически. Самое главное – понимать логику исторического процесса. Самое главное – попытаться переносить себя в то время и думать, размышлять, анализировать, как поступали мои предки, а как, может быть, было бы поступить правильнее, успешнее, исходя из постзнания, исходя из того, что мы знаем, чем это все закончилось. История настоящая должна уметь учить думать, анализировать, извлекать ошибки, а принимая решения сегодня, опираться все это вместе и на современные реалии. Только так изучение истории будет по-настоящему полезным. И мы надеемся, что вместе с учителями нашими именно так мы будем историю в школе впредь преподавать. Воспитывать не болванчика, не память его просто тренировать, не зазубривать,
а учиться думать. Думать и принимать решения. Вот такие люди и будут двигать нашу страну вперед. Ладно, это я отвлекся. Всего вам самого доброго. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч.